на рагу. Так, да, мой, я сбился, я как всегда, я не могу на одну. И Ларк Геймс, или как он, все-таки вроде для ютуба достаточно специфичный. Больше не надо. Я вот, блин, сам не старый, вот это, то есть. Если понимать, что его чем больше, тем лучше, но с другой стороны, не понимаю, что зачем он отвечать, я типа не выкупаю больше. Сейчас оно у меня прогрузит. Хотите, я правда перезапущу. У меня бывает то, что зависает, типа. Сейчас я ок. Да. Вроде не знаю, мягко, по крайней мере, да. Я не знаю, качество. Мне ни разу не придел за вчера. Сколько баг, что просидел. Лайки есть, а людей нет. Звук на микрофоне включил. Вот, теперь включил. Поэтому я думаю, что такое. Музыку врубил. Так, смотри, там все вроде нормально. Всем добрый день. Смотри, мне даже видно теперь уже, да? Показывает теперь уже. Да, меня видно. У меня задержка небольшая, чтобы ты понимал. Все нормально. Так, у нас тут... Да, все появилось. Есть, ура, появился. Так, Ну-ка, поговори, что у тебя сейчас специально просто интерес. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тебе надо будет на ютубе звук выключить, чтобы только Discord был. Итак, всем добрый день. Вы меня видно нормально вроде, да? Слышно нормально? Как бы... вот теперь я тебя слышу, то, что теперь задержка это, да? Так, ну ладно. Задержка, хотя у меня стоит сколько? 5 секунд. Стандарт. Всем добрый день. Воскресенье. Добрались мы до ютуба. Так. Пишем. Давайте сделаем опрос. Да, все будет. Да, типа. Но у Работа. меня задержка в 5 секунд. Но это дефолт для любого стрима. Это еще дефолт. Это не 15, не 20, не... так что все по кайфу. Нормально, да, 5 Короче, нет, беда. Вот это тебя вот тут в Дискорде слышно не то, что прекрасно, а вообще замечательно. Да, замечательно, да. Но А на стриме вот эта шипучка какая-то. Какая-то шипучка есть, я не знаю, что это происходит с этим делом. А может какое-то шумоподавление у тебя стоит или что, я не знаю. Но оно стоит, да, его? оно стоит. По-любому Я есть. уже не знаю, может его не такой, как треск, блин. Виниловая пластинка, понял? Да, Типа подожди, подавление шума. А попробуй, ну, типа, блин, хотя на стриме опасно это делать, наверное. Нет, со звуком нет, это я уже пробовал всяко разное. Есть пороги, есть верхние, Давай. нижние. Сейчас я кое-что посмотрю, пока уже на что-то на то пошло. Секундочку. У меня есть скрины, я как-то делал до этого на шумоподавление. И, конечно же, с этим баловался постоянно. Так, 60, 74. Давай мы попробуем кое-что еще изменить. Так. Сейчас разницу мне будешь говорить. Должно быть. Разница должна сейчас измениться. Сейчас послушаем. Есть какая-то штука. Привет, GameScout. О, привет. Я... В Discord нормально, да? Не, типа глобально слушать-то нормально, просто в некоторых моментах... Вот но сейчас я кое-что поменял, пропускной уровень шума. Сейчас я... Это просто по-разному потестить пока. Да, сейчас должно быть чуть-чуть получше. На крайний случай, у меня, говорю, микрофон у меня лежит, ждет своего часа, я до сих пор его еще не поставил. Ну да ладно.
Так мы сделаем. Пропускной уровень шума. Там меньше пропуска. Может из-за того, что там уровень шума какой-то там такой. Много шума пропускается, вот этот хрип создается, я не знаю. Автомобили моя любимая тема. Я же Алекс Джан. Да, я в курсе. Привет, привет. Game Scout. Алекс Джан. Да, помню. Конечно, помню. Ты же тоже водитель, в принципе. Так что это нормально. Так, что сегодня? Сегодня я хотел... Где наш экран? Вот, надо мне вот этот экран повернуть. Так, вот это мы выключаем. Сейчас, я думаю, будет лучше. Я сейчас, кстати, вот у себя... Вроде бы меньше сейчас хрипит. Короче, я смотрел тут последние разы на ютубчике сидели, мы здесь общались, и смотрел автомобиль... Нет, мотоцикл я включал. Скутер, там все эти мото была. Сегодня та же самая тема, только с авто. Так, ну ладно. Особо прям глобально не сильно изменилось что-то как-то. Ну, да, ну нет, ну слушать-то нормально можно, как бы это не... Ну, все. Не Эно, так что можно не переживай. Нет, уже поменьше даже, кстати, сумма стала. Ладно. Вот я помню, в хите на стриме у тебя была беда. Я, короче, я смотрю, а, по-моему, это 2 часа ночи было, по-твоему, да. 12, что-то ты гамал. Я такой, опа, доброй ночи, думаю. И вот там у тебя, короче, с микро какая-то вообще, ну, типа там вообще жестко было, там что ни слова, то треск, я не знаю. А я сам вот насчет этого, блин, что ну, там... ты это пофиксил уже как-то, это типа, вот тогда было вообще... Типа, да, ну было дело. И самое интересное в том это дело, в Дискорде всем звонишь, все супер. А ты вообще в Дискорде вообще ни в сучка, ни задоринки, идеалити. Хотя микрофон самый дешевый. Вот самый, что ни на есть, то есть самый бюджетный, этот BM800. А я не знаю, я вообще на гарнитуре обычно здесь. Да, и вот ты на гарнитуре, у нашего сталкера, за 100 рублей гарнитура, у него просто идеальный звук. Веточка? Вот это типа... Да, такая вот прям, как, знаешь, вот этого, как этот у нас копилот. Да. Ралли, когда у них такой микрофон в каске, знаешь, вот это все торчит. Все, пойми, самый нормальный микрофон это веточка, все остальное это чисто маркетинг. Да. Так я на днях такой нашел себе, хотел в GoPro вставить, ага. Сколько он стоит? Я такой, че, вы серьезно, типа? Такой, всё, я за такие деньги сам вам вставлю, скажи. Да, петличку взял, простую петличку, и поехали. Короче. Кстати, петля топ. Петля топа. Я вот все 2 взял. Проблема была у меня петлички смартфона с GoPro. У них, знаешь, вот эти вот разъемчики, они не подходят. Type-C, USB, не USB-шные, типа? Нет. Или переворачивали. Нужно... О, мне YouTube пишет, слышь, мне YouTube пишет. Вам советуем битрейт на YouTube на стриме 4500. Поставь 5, не знаю. Ну, хотя нет, сейчас не ставь, у тебя сейчас и так. У меня сейчас стоит 10, короче, актуэль, битрат. Но... Я первый раз такой вижу, короче, стоит. Советуют поменять мне битрейт. У меня сейчас 9975. Серьезно? Что, так можно было? Короче, ладно, сейчас я уже ничего не делать не буду. Я поставлю просто на 5, как вчера, или на 5,5. Может быть, потому что вчера у меня таких предупреждений не было. Я надеюсь, стрим мне за этого не вырубит на ютубе, да? Картинка... Мне кажется, вырубит, если сейчас битрейт поменять. Нет, сейчас, если я буду менять, будет, конечно же, вчерашнее повторение песни. Нет, подожди, спасибо. А у тебя в данный момент он сейчас колеблется. Он у тебя сейчас не статичный, а колеблется, да? Сейчас он десятка, 9900, 10100. Так это фигня. Я думал, у тебя какой-то разноброс, типа, там, допустим, там, от 5 до 10 или такая. Нет, так в ОБС идет-то даже... четко. Мне в Ютубе пишет, короче, восклицалка стоит. И стоит, типа, мы вам предлагаем битрейт для актуального стрима поставить 4,5. Такой, чего? А стоит здесь, в Ютубе стоит 10100, короче. Типа, ну, что вам, много, что ли? То до этого мало было. Пикселили. Теперь вам много. Короче, чем мы здесь собрались? Да, чем мы здесь собрались? А если я буду опять Need for Speed играть, может, ненормально будет. Короче, смотрите, телеги такие есть. За 450 евриков Ford K. Знает кто такую? Не знает. Офигенная. Она такая пупсик. Такая пупсик. Она такая пупсик. Знаешь, вот раньше говорили на Opel, типа, они там гниют там быстрее, чем едут. В данный момент здесь вот у нас этот K, она прям реально, то есть... Это тема Ford K, когда она вот прям ржавеет.
быстрее, чем едет. Ну, что поделаешь. Она тоже, кстати, сильно поддалась вот этой всей ржавчине теме. Ее, конечно же, жалко чуть-чуть, но что поделать. Как Таврия, она типа гниет, когда она стоит. Да-да, типа того. У них, короче, одна и та же проблема, там где-то вот в районе бака. Ну, это С левой железо. стороны у нее там заправлять, где бензин, в этот бак, все, да. И как бы она там сильно прям поддалась вот этому все ржавчина, и это Ну, понятно. жесть. Но она чисто еще так по Германии каталась, да? Да. Ну, то есть, Это ж типа местная ваша. ну, как мест, да, ее там для Европы типа соштамповали, а на самом деле-то, ну, есть тут. Ну, Так, вот чё так ты- как и это у нас есть в нашей... Она Эти е- реагенты сыпят. Есть после этого ведра следующая телега у них была, называлась она Стритка. Стритка, О, и это вообще просто вот дичь полная. Ну, Стритка мне понравилась, есть такая Стритка, это как, знаешь, у них там стоял мотор маленький от Ford Fiesta, и в этой Стритке, короче, она как бы есть кабриолета модель, и вот это вот кайф. То есть кабрики, вот эти Стритки, это прям, да, это тема. То есть они прям такие... а она типа родстер или изначальный, или у нее можно крышу натянуть? Не-не, она прям как кабрик, у нее там такое, как с тряпки такая крыша закрывается, там, да, Ну. такая. Вот здесь вот тоже, смотри, вот что я говорил, больная тема, сейчас я не знаю, попробую увеличить вот на экране, короче, вот вокруг бензобака, вот видишь, я мышкой вожу, тут такая латка, квадрат такой чисто, уже зашпаклевали, там все заварили, и вот это вот, где горловина бензобака, она всегда прям этот, что-то у меня стрим, походу, завис. Прикинь, что Да стрим? ну. Что-то стрим крутится на ютубе, у тебя работает что-то все? Сейчас узнаем. Что-то у меня на YouTube крутится здесь. Ему сильно много битрейт. Да, походу, да. Серьезно? Да. Ты Ладно. мышкой крути. Не, подожди, стой, нет. Ты же говоришь. Не, я вру. Ща. У меня, задержка. у меня на стриме начал крутиться на YouTube прям этот канал. Сейчас узнаем. Что такое? Не, у меня все работает пока. Фу, блин, Да, меня да. напугал, блин. Ой. Меня YouTube пугает. Не, все Все идет. окей, фу, блин. Ну вот этот битрейт, вот сегодня первый раз мы крутанули прям наверх все мне. Ставь там 6. Ставь, вчера мне столько предложений было. Ставь 10. Вот я поставил, а теперь сидим тут на измене, знаешь, тут. Не, все, да. Это Норм все что-то- на ютубе, фу, слава богу. О, так. Ты меня на очко посадил, мне теперь интересно стоишь. На измене сижу, что в натуре, что ли? Ну ладно, Так, мы сейчас окей. какой-то по минималке музон поставим. Так, короче, вот это вот больная тема этих тачек. Смотри, за 450 евриков у нас такое ведро. Кайф. 140, Она охеренная. 146 пробег. Да. 1.3 мотор. Прям зверь. Короче. Да, 60 лошадей. Атма? Без приколов этих? Чего? Ну, без всяких мини-тур по 0.5, которые дуют, ну знаешь, как в китайцах делают. Не, тут нормальный 1.3 мотор без всего этого. То есть залил бензин, поехал. Не залил, не поехал. Тут все просто. По факту. Да, у них, короче, что мне нравится, как бы, ну, в принципе, мотор этот реально, он живучий, он столько выживал, он на Фиесте столько выживал. И здесь как бы проблема не в моторе, проблема то, что вот это, она изначально заводская недоделка, вот эта ржавчина, вот эта вся тема, да? Ну, Я- кузовня. Да, с кузовом. И вот именно, знаешь, Надо одни... пластмассовую делать машину и все. Да, одни и те же места. То есть именно прям вот одни и те же косячные места. Вот егошний старший брат есть за 499 евриков. И это прям вообще Ford Focus. И знаешь, анекдот про Ford Focus, даже анекдот есть такой, когда типа глаза не закрыл, в стену врезались. Вот тебе Focus, еще даже и универсал, кузов. Не знаю, такой в России, наверное, такого вообще, наверное, нету. У нас такие были. И вот он стоит 499 евро, за него еще кто-то хочет. Ну, у него тоже задняя крышка гниет. Прям ты на не смотришь на фотографию, она ржавеет. Это металл, это нормально для них. Нормально, Это коррозия, коррозия. да. Но тут уже прям серьезно, тут краска повздувалась, а скоро заднее стекло вывалится. Хотя это еще нормально. Ну, то есть я видел намного хуже модели. Это еще Блин, прям. я свисток, то мне вот эти универсалы вкатывают, несмотря вообще, походу, что это за машина.
Да. Ну вот смотри, Блин. короче, как бы, ну... Жопа полу-Вольво, полу-Шкода, знаешь, типа такой. Да, 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 но это... А, нет, вру. Знаешь, на чего фокус жопа похож? Вот понял этот Rolls-Royce Кулинан или как его? Это вот с кого они дизайн воровали, я их понял. Кадиллак, А я на днях видел Кадиллак Универсал, тоже SLR. Похоже прям, да, только прям на Кадиллаке по квадратне. Здесь какие-то вообще уголки спиленные, да? Это же Америка. Да, а там все Тщательно. квадратное. Вот, кстати, еще есть, но это прям какой-то косяк в Италии А, стоит. он на ручке даже? О-как. Да, да, все нормально здесь. А у нас очень много таких, кстати, вот старых особенно. То есть потом уже начали там автоматы, а до этого там... Вот, итальянская пушка-гонка. А это, кстати, даже не в Германии, это в Италии. Нет, мы, несмотря даже не будем. Она быстрее ломается, чем едет. Я хотел именно тачки, которая в Германии. Вот, допустим, вот такой бюджетный вариант. 500 евриков. Тоже вся коррозия покрылась, но пушка-гонка 1.3, Ford Fiesta. Сейчас мы увеличим картинки. На такой, я помню, даже удавалось мне прокатиться. Прям телега прикольная, реально. То есть это... Альфа-рамы, вот это ау. Что-то, блин, на ютубе прям, слушай, опять начинает крутиться. Не знаю, у меня все норм, почему. Ну вот... Ford Focus по цене Scout 41 тоже 970. Ну да, 41 970. У нас много автомобилей можно купить, в принципе, не задорого. Проблема другая, если кто-то... растаможить в России. Да-да, в России Недорого. растаможить тебе стоить будет вообще дичь. То есть вот Поэтому есть... Вот так, Делайте, как жители Дальнего Востока. покупайте на Ближнем Востоке, да? Да не, ну туда типа распилы же завозят именно. А, Специально. да-да-да, это я, кстати, Типа слышал. они же тоже. по документам, они же куски металла являются. Да, по Чтобы документам как бы машины. мусор завезли, да, а потом их Да. соврали. Потом добрый дядя сварил, Да. перебил. Вот Mazda 2, знаешь такую телегу? Я встречал пару Я раз. Mazda 2, кстати, они были... У нас Я с ещё рук на они Гольфе. более 100 тысяч берут. Да, Fiesta с рук. У нас Fiesta, она вон, за копейки. Продают, вернее. Вот Mazda 2, у них моторы, кстати, как и Ford Fiesta. Mazda 2, когда строилась, у них платформа была и Ford Fiesta, и Mazda. И была еще Mazda 121. Она выглядела прям как Fiesta, даже у нас такая есть. Ну, редко встречается, но есть. А это вот Mazda двоечка, она очень много, конечно же, тоже, к сожалению, из-за того, что вот эта лакопокраска, вот это все с завода, вот эти вот антикорросии, вот это все, они профукали чуть-чуть. И как бы мотор живучий, то есть электроника, мотор все работает, но она как консервная банка настоящая, реально скрежет. А так вот, если по мотору взять, то есть она едет и едет и едет. Неубиваемый мотор. Но у нее прям вот эти вот крылья, пороги, прям они вот с 2000 по 2009 год на Мазде прям облажались сильно. Вот, наш самый ходовой сверчок за 440 евриков. Да ладно. Renault Twingo, знаешь такую телегу? Недавно от академика видос смотрел, да. Я в раскраске только последний раз видел Renault Twingo. Орлан, привет. Да-да, вот это, короче, Twingo, чудо французской автомобильной индустрии. Французский прям. Франция. И вот эта вот тачка, блин, ну живучая, зараза. Реально живучая, да. Все, снимаешь мотор, ставишь в машину, которая тебе нравится. Тут всё. смотри, у них, короче, у этих французских проблема одна. Спасибо, удачного стрима, трансляции. Спасибо, Арван. Благодарю. Проблемка, короче, я всегда, когда... Они прикольные, упоротые такие. А вообще на ней угорать можно, знаешь, когда зима, там это прям Там вот это, телега. это брат двоюродный Матиза просто. Да, почти похоже с тем-то там. Из парка или как его, Шевролет-то был. Да, Chevrolet Spark, Deo, или как она там была, Daihatsu, вот это Матиз, да, или как она там называлась? Део Матиз, да. Deo, да, короче, Нет, вот... Дайхатсу далеко еще до узбекского Део. Они шарят. Я тебе говорю. А здесь, смотри, у них педальки вот эти, да, то есть тормоз, газ, вот это все. Их три. Они маленькие, до того близко друг к другу. И вот эти французские автомобили, у меня всегда была проблема, когда я садился за руль именно по французского такого автопрома. Да, у тебя одна нога на 3 педали сразу. Ну, типа того, я вот Citroёn у нас был первый автомобиль, когда мы в Хотел Германию первого приехали. воткнуть, в руках это нахуй, КПП. Я часто нажимал и газ и тормоз одной ногой, как бы, да, часто. То есть ты нажимаешь газ, что-то машина не едет, а у тебя и тормоза сразу как бы заделаны.
Что поделаешь? Ну, короче, это, если у тебя 40-й размер ноги, все лучше не надо. Да, до 39 размера ноги как бы можно еще на французской ездить, потом лучше переходить на немецкий автопром. Да ну, не, почему? Есть выход, смотреть, заходишь такой в ботинках. Ботины, ну, если ты один, ботинки на противоположное сиденье, и все, и сидишь сам ногами тыкаешь, чтобы не промазать. И всё. Да. Вот, смотри, В бахилах такой сидишь, короче. вот, смотри тебе, Корч, Бэха 318, 46-й кузов уже, да? Кузов, BMW, Да. 46-й, смотри, Туринг, самое главное, Туринг, они поначалу не очень были, а потом пошли прям во вкус у людей. Я такую вот ремонтировал, было дело, тут у родственника была. Дизель, правда. Но бензиновые мне такие нравятся, как бы тут есть тема. И опять же, они любят ремонт определенных вещей в определенное время. Короче, 318 Туринг, 490 Красиво. евро. 490 евро всего лишь. Это же эти с Е... это морда у них как там? От Это Е- Е46. А, да? Да-да, 46-я. Как вот М3 46, только это в Туринге, да? Как длинная. Ну да, вот офигенно. Универсал. И они как бы... Есть вот такие телеги у нас, определенные модели несколько, то есть там у них 330, там 3 литра мотор стоит, представляешь, 6-котловые. Есть Это дизель... чтобы в багажник возить весь, там много Да-да, чего. чтобы в багажнике 3 памперса вывести, у тебя сразу 300 лошадей, 258. И есть 335 дизель, у нее там чуть не 300 лошадей, короче, это просто она вырывает асфальт клочьями, да. А это вот такой... А сколько она стоила, подожди, ну-ка, ваших, ну, в евриках, мне сейчас интересно, сколько она в российских долларах будет стоить. Сейчас имеешь в виду, сколько она стоит? Да, вот Ну, там же ты на объявление зашел, я просто не увидел. 490 евро. Ну, 500 еврика, скажем. Ага, Ну, то сколько? 40 тысяч рублей? наверное. За Сколько, 40... 450 евро? 490. Че, в натуре, что ли? Да. 40 тысяч рублей, ёп. Я тебе говорю 40 тысяч рублей. А в России за 40 тысяч рублей такую Жигули тележку не ты купишь. никогда не купишь. Никогда. Тем более там BMW логотип стоит. Да. Просто эта модель, почему она такая дешевая? Потому что здесь мотор стоит 4 цилиндра, а не 6. Если бы это было 6-котловое, там сразу же 1002 сверху, да? Какая 20, разница? 20 цилиндра. У вас же за свап машину с учета не снимут же, например. У вас же как, типа, если ты это легально сделал, бумажка есть, можно ж кататься, да? Ну да. А в России а в России нельзя. Не, ну а почему? Катайся. То есть как бы техосмотр есть. Катайся, какие проблемы? Капот Просто откройте, да. капот откройте, не откроете. Единственное, что у нас плюс, как в некоторых других странах, я спрашивал, когда здесь, в Германии, допустим, ты машину ставишь на учет, ты автоматически должен принести какое-то подтверждение страховки. То есть ты машину, когда ставишь на учет в ГАИ, ты сразу же страхуешь автомобиль. А, ну, в смысле, ну, удобно. Конечно, у тебя все Ну, автомобили... ты Все А с другой автомобили стороны- застрахованы. То есть, если кто-то в тебя врезался или ты в кого-то врезался, у тебя есть страховка, париться тебе вообще не надо, да? То есть тебе никто там ничего отжимать не будет. Страховка. Это... А подожди, а что это... Страховка это А, хоро- хорош- подожди, а если вот люди, которые перекупством там занимаются, ну они же тоже там существуют, не только же в России этот У прикол. нас есть тоже там много. Ну, вот такие машины, которые, допустим, пробег у нас за 200, за 150 тысяч, за 200 тысяч. И чем дальше, тем дальше, короче. И они, соответственно... Ну прикинь, даже ее придется, чтобы продать, все равно придется переставлять учет. Они все же без... никак. Нет, ее когда перепродают, вот эти перекупы на экспорт, они все уже без страховки, без учета, они сняты. У них А. просто есть документы на машину. Тебе единственное, надо будет документ, скорее всего, взять, что машина вывозится, ну, поставить в документе в ГАИ, учеркнуть, что машина вывозится за границу, да, как бы, Мгм. это единственное. Ну мне в Раше кажется. у нас просто типа, ну, по ДКП ты можешь кататься 10 дней, потом все. Ну, потом надо его либо переписывать, либо это... Так я еще помню, там сколько по доверенности есть, до сих пор еще такое Ну, по существует. доверенности тоже, да. Да, но списывать такое, надо. какая доверенность? У нас такого не работает. То есть у нас ты берешь тачку, пишешь на свое имя или на кого-то и катаешься. То есть она на Я такой, настоящем... «Гоша, я ему доверяю своему как близкому. От чистого Стреляй. сердца, да. Да. Монетизацию подключал? Кому? Орлан, ничего у нас такого нет. У нас просто есть канал, есть стрим, общение и все. А я, кстати, тыкал себе по приколу, знаешь что? Ну, так как я житель в одной прекрасной, богатой... Богатый ресурсами страны, то не Да, дадут, да, не да, дадут да, тебе да, да. пока. Вот, и это, и такой, типа...
Говорят, иди попробуй регать, а потом, ну, новость же была специально. Я вот специально просто... у меня мага просил тогда. Говорит, так иди попробуй подрубить. Я такой, ты что, дебил? Ты изначально еще спасибо, после 24 февраля нельзя ничего. Да и у меня желания никакого нет. Он такой, ну попробуй, что это там будет. Я такой тыкаю, ну окей, тык-тык. А потом, ну, Google App, ну, типа, ну, не в твоей стране. Да, да. Все, на этом история закончилась. Ну, опять же, там ты за просмотры все равно, если у тебя она включится, то есть разрешение будет, за просмотр ты будешь получать, но просто тебе надо просмотры какие-то нереальные. Это все такое абстрактное. Все равно там же выключили только половину. На самом деле это люди также, которые каналы в России работают, получают тоже копейку. Я не шарю, я как-то где-то, я чисто так. Олег, привет. Привет, Андрей. Андрюх, привет. Вот, смотри, короче. Штампы, кайф. Смотри. Штампы это идеально, зато не жалко, если в яму попал. Да, вот 300 с лишним пробег уже, это вообще корч. 336 даже пробег. Что в нем корчево? Стоковая машина, все хорошо же. Ну, почти. Тут ржавчина уже не стоковая, это уже все пришло со временем. Да, ржавчина. Подожди, ну я в Раше, у нас как бы ржавчина это по стоку, это с завода прям. Ну да, но здесь как бы нет самое. Я не вижу смысла без монетизации с каналом возиться. Это ж по приколу насчет, типа... Ну как, почему смысл? Если только об этом думать, как бы, тогда вообще лучше не начинать, потому что смысл не делать-то не в смысле, как... Делать не в цель же, как бы. Мы, поскольку такие простые люди, какая там монетизация? Тут, если посмотреть, как монетизация будет самая, тут мы делаем это, потому что нам это нравится, сидим, общаемся. А если бы я тут сидел бы, мечтал бы о монетизации, так я мог бы вообще уже ничего давно не делать, потому что мне до монетизации, когда катаю пешком, потому что просмотры у вас должны быть большие очень для монетизации, а этого нет. Это во-первых. Монетизации надо, это понял. Там сидеть. Да. Желательно ни одно слово лишнее не сказать, потом, типа, ну, ни одну музыку левую ни разу не втыкать. Не, ну там у тебя очень много всего есть, причем... Ты там все зажимаешь, ты не можешь сказать, там, уголь. Ну, это уголек. Дрова. Дрова, да. Ты там не можешь. Но это больше твичевская политика, я просто ровно с этого слова осуждаю. Да, я подключил все-таки одно видео только пока выстреливает. Ну да, понимаешь, дело в том, что там должны быть какие-то 10 тысяч просмотров, 100 тысяч просмотров, чтобы у тебя 5-10 долларов перевалилось через месяц, через два. Это как бы люди, которые на монетизации зарабатывают, эти люди изначально популярны где-то уже, они уже кто-то что-то сделали, и это совсем другой уровень. То есть они просто пришли, им здесь бонусом копейка капает, потому что их и так уже знают на пространстве где-то, да, в стране. Из-за этого за этими людьми наблюдают еще в Ютубе, и они получают бабку. Вот так вот. Бабку? Детку не получают. Надежду Бабкина получают, детку не получают. О, нифига себе, ну это нам дорого. Серьезно, да? Вот смотри, Шкода, короче, вот есть такая вот Шкодница. Она вот спереди смотришь, передок, Октавия. Но это не Октавия, это Фелиция. Это вот такая хэтчбэк такой. Я думал, это Пышка 208 или 100. Не, это Шкода. Это самая настоящая Шкода. Шкода, это которая Simply Clever или как это? Да, Simply Clever, да. То есть удобно, просто должно быть и удобно там, да, типа. Короче, смотри, это вот телеги, это уже далеко за 20 лет, но они, в принципе... Я в свои 20 уже так не выгляжу хорошо, как она. Она еще, короче, хорошо выглядит в свои 20, да? Да. У меня у самого уже коррозия, он живо. Что еще тут есть? О, Рван, $4 за 3 дня. Ну, видишь, нормально. Тебе потихоньку накапает, потом уже будет нормально. Но, с другой стороны, я вам посмотрел чуваков, которые, типа, серый контент заливали, типа, там, какие-то смотрели фильмы или еще что-то. Я такой, надо, чтобы что-то было свое, и это как бы лучше. Но у тебя уже подписчиков побольше, и, опять же, чтобы монетизацию включить, сам знаешь, как-то непросто, и много кто об этом мечтает. Далеко им еще до этого идти пешком. А я как бы... Надо просто не мечтать, делай то, что тебе нравится, и рано или поздно будет тебе бонус. А если... Не обязательно вообще что-то делать, стараться что-то делать. Да, некоторые вообще вот не стараются, и прям как этот снег на голову падает, как бы. Я просто это
принял это все просто, как, знаешь, как бы бонусом. Когда-нибудь, если придет, хорошо. Если нет, у меня есть хотя бы видосы на память, мы сидели, общались здесь, кайфовали. То есть дело-то не в этом. Если мне все время об этом мечтать, о монетизации, мне надо на работу не ходить на завод, а здесь сидеть сутками 24/7 и что-то делать. Это заколебет даже. Ну, даже если у тебя, вот смотри, ну типа чисто человеческий фактор, ну тебя заколебет. Даже если у тебя, вот даже если у тебя времени жопы, да, вот 25 часов свободных, ну и чё? Не, ну у тебя просто изначально, знаешь, как бы оно тебе через 2-3 Перегореть дня можно. у тебя, ты перегоришь, тебе смысл ты потеряешь в этом всем, но надоест, Да, потому и что через забьёшь 3 дня огромный. тебе ничего не вернется. О, согласен. Ну да, конечно. Доброго вам дня. Старший брат, Николай, здравствуй. Ну вот, смотри, такой Зиат Ароза. Есть, были такие VW, Volkswagen Lupo назывались, такие маленькие А кузовы. я так академика смотрел какой. А вот этот Зиат формат. Ой, Фиат за лупу. Сиат, они говорят, там у нас Зиат, у вас Сиат. Короче, Да. тут уже на тюнинге задние стопаки поменяли. О, Но я пока другим способом зарабатываю, не считая основной работы. Но пока по минимальным заработкам. Как же такая история? Алекс, в том-то все и дело. То есть здесь как бы заработок это такое все абстрактное дело. Просто сперва изначально делать то, что тебе нравится, что по кайфу, чтобы это видели и чувствовали. А когда-нибудь, может быть, что-нибудь привалит тебя. Если не привалит, ну, неплохо провели время. Вот давайте это так воспринимать. Потому что, если быть честными, тут до вот этих вещей абстрактных, как монетизация, но я на этом не концентрируюсь, иначе все это я бы уже давно забросил, 3 года назад. Ну, да. Как бы так. У меня вот этот ежедневно влоги записываю для того, чтобы вот сейчас вот пройдет 5 лет, я там включу. Челлендж, я с тебя в афиге до сих пор, я бы забил. Я приду через 5 лет, включу YouTube, посмотрю и такой, блин, ну, понимаешь, я буду 5 лет назад смотреть, что я делал вчера, позавчера. Ну, это прикольно. Почему То есть, А знаешь, я типа на старые видео, когда натыкаешь, или случайно с собой являю такой, ну почему я такой даун, чисто такой, блин, почему-то стыдно, короче, такой испанский стыд вылавливаешь, короче. ну да. Ну, это бывает такое, да. И это, во-первых, инвестиция. Инвестиции, ты инвестируешь, короче, ну, понятно. Так, ну вот, смотри, такая тележка, такая прикольная уже, мини-тюнинг есть, вот такое ведро, как бы мотор там все равно как на Volkswagen, то есть запчастей уйма, 1 литр мотор, там 3 горшка, и 500 евро, Кайф. пробег 97 тысяч, то есть даже у него даже 100 тысяч пробега Ой. нет, интересно, ну, по какому кругу 97 тысяч пробег, но в принципе, Мне кажется, тут почестнее. Вот 1 литр? ну, иногда надо читать дальше подписанное. Бывает, что, знаешь, там поменяет кто-то спидометр, поставят новый или еще что-то. Ну, они, по крайней мере, это Да. пишут. У нас такое у меня вот 2 раза у друга встречалось, типа он покупал вещи, а там был отматанный пробег. Ну, ты можешь засудить людей и на этом заработать, как бы, и нормально, еще технику отдашь. Это как я у кого-то в видосе смотрел, короче, типа, то, что вроде с Volkswagen история была связана, то, что там чел, ну, пробег-то скрутил, короче, ну, на щитке, Да. а там вроде еще на коробке идет пробег. И то есть что-то типа такой истории, я, конечно, может ошибаюсь, но что-то типа такой истории, что там, короче, на какой-то детали и типа из самой машины дико разнилось. Да. И типа вот так чела разэтовали. В том-то и дело. То есть, тем более у нас, поскольку вот этой пыли, грязи не так уж и много, очень часто ты можешь тачку встретить, которая, ну, то есть, капот открываешь, чисто, да, как бы, вот я в России мы как-то были, открыл капот, машине было 6 лет в обед, а там, ну, все одного цвета. Я такой, нифига себе, типа, Офигеть. ну, для меня это просто жесть была, потому что у меня здесь, я тачку продавал 11 лет, и у меня все запчасти, как бы, все чистенько под капотом, грязи, потому что она, как бы, пыли как таковой нету. Из-за этого, в этом вся и опасность того, что ты, допустим, приезжаешь, тачка 20-летняя. Был мотор, гидроудар, все. Да, и Всё, ты, пока допустим, смотришь под капотом, Ёкера. все такое думаешь, ну, блин, ну, это, знаешь, невооруженным глазом, если ты вот часто вот эти с тачками общаешься, о, смотри, пол на автомате есть в коробке. О, кайф. Олег, Да буду на фоне, мало проснулся, пойду. Все, я понял, Андрей, спасибо. А я про другое, это, типа, знаешь, типа, можно же, ну, мне, короче, наоборот, челы говорили, если двиг не, типа, если двиг все слегка пыльный будет, даже это, ну, типа, чем лучше он, типа, засран, тем виднее, что, типа, тачку эксплуатировали, и Да, никто, да. типа, доверие, что, типа, если человек мыл мотор, знаешь, может быть, а вдруг ему было что скрывать? Все правильно, все здесь правильно, потому что И-
когда чересчур чистый движок, может быть, где-то Да. в этом месте его бензином помыли, потому что там где-то масло текло, знаешь. В этом Да. есть свои плюсы, то есть лучше на нем будет такая легкая такая пыль, но она будет, то есть когда машина видно, что она Это как лечебная ездила. грязь. Да, ну такая она, знаешь, ну как ты вот 3 дня не помылся, в душ не ходил 3 дня, как бы такая пыль вроде бы как ходишь с ней, ну видно, что ты еще дышишь, как бы потеешь там, да, все нормально с тобой. Так, ладно, сейчас я ненадолго АФК. Половик, смотри, я прикол нашел, что на фотографии, сейчас только доперл на меня ручку здесь накрутили, что-то прикрутили здесь какую-то штуку, но поло на автомате реально я еще так часто не видел. Так, 450 евро, 1.4 мотор, 115 пробег, 75 лошадей, евро 3, 98 года, декабря. Слушай, за такие деньги нормально. Тут стоит уже продавать лучше всего перекупом или на экспорт. Ну, то есть уже заранее подписывать тебе, типа, все, на экспорт надо эту тачку. Так, Volkswagen, что у нас тут есть еще? Еще один Polo. 230 тысяч пробег. Да ладно. Ну-ка, давайте посмотрим, на что она способна, эта телега. Вот здесь прям ржавчина, смотришь на фотографии, и фотография скрипит. Вау, столько ржавчины на половике я еще никогда не видел. Вот такие машины, где сильно много ржавчины, они в основном идут у нас с югов Германии. На юге Германии постоянно соль сыпят, и там ржавеет все, что шевелится. Это просто дичь. Ну, то, что про пылесосили, это понятно. Вот это ржавчина, вот это заржавель. Чарджавель. Да, что у нас еще интересного? Hyundai, дача. Что тут 1 евро стоит, это Италия, это, короче, замануха такая, чтобы... Fiat, Ford Ka, любителям, за 500 евро, во! Телега реально прикольная, смотри, ну-ка, давай-ка посмотрим. А, ну-ка. Ё-моё, и то же самое место, вот сзади бак, ржавеет, цветет и пахнет. Очень редкая модель, стоит типа любителям этой тачки. 35 пробег. Да, Нур, типа только 35 тысяч пробег. Проблемка этого автомобиля в чем 35? Потому что здесь на спидометре у них всего лишь идет пробег до 99 999. И мы никогда не узнаем, это первый круг она прошла 35 или третий. Это прикол такой, да? Понимаешь, там у них счетчик идет не в 100 тысяч, только 999 999. В этом и косяк. Да я смотрел сейчас только Volkswagen половик, Polo и баварский автопром. Все, кто... Да, половик. Все, кто в Баварии машина у нас, у них ржавчина просто дичь. Потому что там от дороги солью засыпают зимой постоянно, да, вот это вот все. Вот, допустим... Она ржавеет, консервная банка, я тебе говорю, 1 в 1 консервная банка. Вот есть Volkswagen Polo 4 еще. Пусть сахаром сыпет тогда, ёпта. Ну, там будет клеиться. Тоже вся битая, поцарапанная, но смотри, у нее... Дождь пойдет, что прилипнет. Ну, конечно. Липучка у нее будет все время, даже на летних колесах липучка. Лепешки. Ты не видел видос, типа, а вы машину продаете на зимней резине, на щепёхе или на лепешке, типа? Вот на лепешке? Не знаю такое. Прикольно. Ну вот смотри, еще есть там Део, так, Бэха. Чё? Это чё за пушка Джонка? Не, у меня просто на стриме показывает Поло еще. На штампах. Сейчас будет. Ну, это маленькая задержка такая. Да, я просто смотрю, вот, меня просветите. Которые автомобили более-менее вот настоящий пробег не смотанный, да, то есть видно по состоянию автомобиля. Но просто если автомобили где-то с юга Германии, у них прям ржавчина, пороги, крылья, вот это вот все. Да ладно, чё, ну как относиться? Вот я бы относился ко всему потребительски. Не, ну у нас железяка, пусть кузов пусть техника цела будет, типа на кузов, ну и чё. Ну да, но она у нас, видишь, просто у нас меньше соли сыпет, и у нас 20-летний автомобиль выглядит как будто им лет 5-6, да, то есть совсем по-другому, когда соли мало на дороге. И это как бы помогает, что они не так быстро гнили. Алюминиевые же машины некоторые есть, по-моему. Да, там уже мало этого алюминия, уже рассказываю тебе, когда ты покупаешь ее, что там алюминий, на самом деле там консервная банка. Смотри, Volkswagen Passat.
Вот эта тема. Вот этот вот танки грязи не боятся. Это когда Passat в универсале. Кузов универсал, Passat. Вот этот самый настоящий танк. А, ну да, прикольно. Это реально телега, которая вот ржавчина. Здесь настоящая, все. Настоящий еще дизельный 1.9 мотор. И она видно, что она проехала Это не пол-ляма. просто ржавчина, это настоящая фольксвагеновская ржавчина, прошу учесть, это же Да, важно. all inclusive. Короче, пробег 421 тысяча. Это в реале. То есть эта тачка проехала почти пол-ляма. Вот мне такие нравятся. Визуально. Я про визуал, я не про технику. Да. Не, вот именно вот эта вот тачка с этим мотором, здесь 1.9, 110 лошадей, этот мотор просто неубиваемый. У нас среднеприводный. Да, это да. Это вообще А их нет полных. есть. Но он подключаемый задний, типа. Не, полностью сюда. А, прям нас. В то время, когда эти пассаты были, у них были всегда полный привод. То есть, если там бы стояло 4 в этих, то всегда было. Потом уже пошли вот эти новые хрень, где подключается, когда спереди начинает пробуксовываться. А первый... Я ездил на 2,5 литра, 6 котлов. У него был полный привод всегда. Это тяжело ему вначале, до 100 км в час он такой тягучий, такой тяжело ему на разгон идти, потому что 6 котлов. Но зато он после сотни, так вот, от сотни у нас стрелка до 200 прям так пошла. На них прикольно, когда вот снег, там мороз, все там вообще прям мощная. И... Subaru Forester, типа. Типа да, типа Forester, только Passat. Golf 4, 200 пробег уже стоит. Тут много уже где стоят, допустим, когда пишут экспорт или на перекуп, то уже все. То есть там уже много ремонта надо, да. Но с другой стороны, это как бы настоящее состояние машины, а не вот это вот, знаешь, где пишут там 400 евро, все, техосмотр новый, приезжаешь, а там у тебя полмашины уже развалилась на ходу, да. И здесь вот реально тоже вот перекрашивали крылья спереди, прогнило все вот это вот матово красили, все поцарапано, но зато это ведро еще, проедет, да, то есть тут видно, что этим автомобилем пользовались как положено. Он проехал Крым-Рым, сколько у него там, 260 тысяч пробег. Но я видел уже и побольше такие. Audi, Opel Astra. Opel Astra, почему-то Opel пробег поменьше у нас. Именно вот у нас тут. Хотя они за границей, он катаются дальше, Opel, любит их. У нас что-то недолго не ездят. Я пару раз хотел смотреть, одна и та же проблема. Крышка клапанов все время бежит, вот это все такое. Не покупается. Во, Golf 2. До сих пор еще есть. 87-го года. Вот это корч. Видал такое? Красный, Да. спортивный кузов такой. Как Аркадий Петрович Цареградцев говорит, красный значит гоночный, все. Все, гоночный, смотри, модель еще. Смотри, у него там все, конечно, но это такие в таком состоянии встретишь уже редко. Она, видно, долго стояла возле тахометра, паутина прямо шла. Часы, вот тележка прикольная. Вообще, Это кайф. это вообще кайф. Тут, вот этот вот автомобиль, вот этот вот, он на год младше меня всего лишь. И этот автомобиль можно, молотком ремонтировать. А новый автомобиль уже без компьютера не подходил уже. Да. Масло поменять уже без компьютера невозможно. Ну да, это... Постоянно надо подсоединять. Штекер, ОБД, там, это надо сделать. Вот. Самая моя любимая тачка. Блин, если найду такую где-нибудь, вот на следующий год, возьму по приколу, смотри. Fiat Cinquecento. 54 кобылы абартовские. Это просто пушка-гонка. Она легкая, это консервная банка, ее можно подойти сбоку, поднял, перевернул, упала на бок, как, знаешь, это Хайтауэр делал в полицейской академии. Это прям вообще телега. Смотри, какая маленькая. Я видел, короче, не в спортивном варианте, у нее там 42 лошади или 43, а в спортивном варианте вот 54, да. Ну это прям для этого маленького пирожка прям 54 лошади, это прям такая. Прикольная тема. Она очень такая, мелкая, блин. Такие в гараж можно, наверное, 2 запихать. Еще так, знаешь, боком такой заехал. Это вообще будет просто угар. На переднем приводе? Да. И у нее еще сверху, кстати, крыша открывается. Тряпка крыши. Как она? Тарга. Я понял. Да. Италия. Академик себе такую твинго покупал. Вот недавно в видосах тоже. Да. Да.
А я его этого академика видел, когда он ЗИЛ тогда делал. ЗИЛ это на О, ЗИЛе ну катался. да. Это прям было Это да. его начало, да, потом, столько всяких блогеров, всех не пересмотришь, у меня времени столько свободного нет. Понимаю, да. Но это легендарное дело. Но это BMW, по сути. Да. 6. Да. Ну, прикольно сделал, прям, ну, есть Там такая. морда пластиковая, белая, вот это. Да. уже. Уже постарались. Ну вот такая телега, кстати, меня тоже вот все время я когда вот этот вижу Сузуки, сейчас увидишь, что задержка чуть-чуть. Фильмы про Джеки Чана, там вот эти вот именно были. Да, эти кикары. Да, маленькие. А это, короче, Сузуки до Германии добрались в свое время. Ну, я вижу, что на левом руле, да, типа. Да, они до Германии, это левый руль, прикольная штучка, и они, то есть в России я видел, Daihatsu до сих пор еще такие есть. У нас очень редко сейчас встречаются, а лет 20 назад прям завезли, не знаю, наверное, штук 300-400, на их было по всей Германии. Ну, прикольная тема, и то есть вот эта вот такая практиш-квадратиш, она такая квадратненькая, такая маленькая коробочка спичечная, она такая интересная. Прикольно. Просто Сузуки, да, то есть все-таки там, ну, мотор, на него вообще даже париться не надо. Единственная проблема, вот, все, ну, вроде сиденья, все же есть, но поскольку, когда я вот 1,90 м ростом, как бы, эта машина, ну, тяжело мне в ней ездить. Ну, эти в 3 погибели свернуться надо. Ну, мне надо просто переднее сиденье полностью вытаскивать, садиться на заднее сразу. Кстати, по факту. Да, это прям реально будет. Но вот так вот я смотрел, то есть вот это вот японское качество, как бы все там пластик, зато он 20 лет в машине, ничего не заржавело, бампера на месте, ничего не отвалилось. Прикольно по-своему. Ну, тут стоит без техосмотра, ее продают в хорошем состоянии за 500 евро. Машине 23 года. Так. 125 пробег, 65 лошадей, бензиновая. Блин, слушай, прикольная тема, реально прикольно. Но если бы я, влазил бы туда бы этим, по моему росту, вообще было бы нормально. А так, конечно же, людям за 1,60 м и выше будет тяжело на ней передвигаться. Или же ты ездить будешь на ней один. Сиденье выдвигаешь до конца назад, поэтому по шине ты, да, и ездишь, в принципе, один. И тогда нормально, как бы. Вот, кстати, вот этот я недавно видел, вот эти вообще, половики, тоже редкость, где у них на Polo в Volkswagen есть крыша открывается. Я не знаю, видел такой-то, нет. То есть я пару раз только встречал в Германии, они редкостные, падла, из-за вот этой редкости у них как бы по цене нормально выходят. Слушай, Ой, ну что-то колхозная такая, я про эти фары, я такой. а это ставят на фары пластиковые вот эти вот заглушки, типа там красиво. Ну, не знаю. Это, конечно, на вкус и цвет фломастеры разные. Да-да. Мне вообще ближе нравится, когда все около сток. Типа. А это, да, это вот эти ставили в свое время одно. Хотя я тоже вот именно на этой модели стоковые фары намного лучше, потому что там еще были фары стекло. У них, они вот эти пластмассовые, которые сейчас, они уже все вот это, знаешь, на солнце постоят фары, и они начинают желтеть, ничего не видно. А это еще и коробка автомат. Это вообще раритет. Ну, то есть их на автомате-то встретить редко. А тут еще получается автомат, еще у нее сверху крыша открывается. Ну, то есть 2 в 1. Кто-то, когда заказывали этот автомобиль, то есть коробку автомата раньше, когда заказывал тачку новую здесь, да, стоила на 2000 дороже. Ну, Спокойно. понятно. Сейчас, допустим, уже такой разницы сильно не играет. Когда заказываешь коробку на автомате или мешалку, да, из-за этого всех у нас мешалки. Я, кстати, на днях прикол слышал про Америку, я просто угорнул, потому что в Германии как бы у нас автомобили все на мешалке, да, там вот эти вот, большинство. Сейчас уже автомат начинает тоже подниматься вверх. А в Америке как бы по жизни все ездят на автомате, да, и немец один рассказывал, говорит, в Америке, говорит, противоугонка, говорит, на автомобиль, говорит, вам надо, говорит, просто купить автомобиль, где коробка ручная. Его никто воровать не будет, короче. Они на нем не уедут никуда. Да, мем нормально. Представляешь, я такой, в смысле, он так говорит, так и ездить, говорит, на них никто не умеет, типа, да, потому что все привыкли, Д нажал, там драйв, и поехали, да. Он такой, говорит, типа, просто в Америке, говорит, покупаешь автомобиль, говорит, где у тебя коробка-мешалка, говорит, он и дешевле, никому не нужен там, у тебя его никто не сворует. Это прикольно. В этом что-то есть. Я такой, я об этом как-то не задумывался, но он такой говорит, а потому что, говорит, все на автомате ездят по жизни, да, то есть вот эти все muscle-car, у них же у всех там 4-5 скоростей на автомате, как бы, сели, газ нажал и поехал, как бы, да.
Там что снег выпадет, что это самое, да. Ездить-то не умеют сильно. Разбился, умер. Да, там сильно такие пассивной безопасности такое не было в старых тачках, там как бы. Она как бы есть, но ее типа нет. Да, у тебя просто такой железная колесница, у тебя вместе с ней прямо закопают, да, со всей. Да, что, как Жиги. У нас вон из безопасности на Жигах. Это, ну, на 3 иконки на торпеде. И всё. Кстати, да, это точно прикол был. Только в смысле, это, мне кажется, до сих пор актуальная история. А я здесь тоже видел, там у нас клеит кто-то, да, ну я такой, в смысле, говорю, ну, здесь как бы уже подушки безопасности есть, а представляешь, они клеят там, где подушка безопасности справа, получается, тебе подушка будет взрываться, и эти иконки на лбу такие прилипли, это как бы, ну, опасная тема, не совсем безопасно для здоровья, то есть ты можешь еще хуже сделать этими иконками. Короче, Volkswagen Bora, знаешь такую тачку? Да, что-то слышал. В России были еще там они там Ета или Джета, а тут, получается, у нас были такие Бора. Это они выглядели в универсале, выглядели они как Гольф 4 универсал. И были еще седан модели. Седан назывались в Германии Бора, а с Америки приходили вот эти Джета. Ета. Ентась. Потом они Бору, она у нас лет 5 была на конвейере, потом ее убрали. Естественно, вот эти опять Джеты пошли. Но там в Америке до сих пор эти Джеты. Вот, это корч. Volvo V40, ё-моё. О, Volvo. Это вообще тема прям. Но у нее пробег 400, зато углы гниют, зато она едет. Она не сдается. Вот это вот реальная телега, которая прям... Симпотная. Блин, мне нравится. Вот в универсале вот реально телега такая, у нее багажник хороший, знаешь. Да не, седан, кстати, у них тоже прикольный. Я видел недавно купешку одну. Мне единственное не нравится вот это радио у них такое, крутилки, вот это все посередине, консоль. Так себе еще, конечно, вариант. Именно по вместимости, прям то, что у них Volvo вот эти вот, смотришь тачки, пробеги у всех прям, ну то есть моторы живучие очень, да, очень живучие моторы. Именно у этой модели, что я сейчас смотрел, 391 тысяча. Нормально. Нормально. Почти 400 тысяч пробег. 4-го года. Ну вот за 500 рублей... Во! Citroёn XM. Это вот это катафалка реально. Смотри. Сейчас задержка пройдет. Сейчас увидишь. Это просто вот... Это французская тема. Блин. Я пару раз такую только живучую видел, и все, потом уже они исчезли с дороги общего пользования. Это что такое, Citroёn или да? Чего это вообще? Citroёn XM. Сейчас увидишь. Ага. Сейчас откроется этот самый. Блин, давай, откройся. Это просто телега обалденная. Сейчас. Французский автопром. Вот она здоровая. У нее как раз вот это, знаешь, подвеска, вот эта вот гидравлика, да, где кнопку нажимаешь, там, жух, и она прям, да, плывет. Смотри, в салоне аккуратно все. У них, кстати, вот это она заводилась. У нас Citroёn тоже был. Там вот, где ручка, мешалка стоит скоростей. Там вот это поднимаешь, там, видишь, такие кнопочки. Сейчас будет на трансляции. Там надо тебе задавать было пин-код все время 4-значный, потом только зажигание заводить машину. Противоугонка. Это вообще дичь была. У нас, когда, говорю, первую тачку взяли, и там как раз тоже такой код стоял. Ё-моё, задаешь неправильно. Он на двери, что ли, там? Или... Нет, снизу, вот, смотри, коробка-мешалка, вот. Все, вижу, да, мне только там такие кнопочки, клавиатура, ты поднимаешь пластиковую эту крышку и задаешь по кнопочкам пин-код 4-значный, да? Нифига себе. И потом только у тебя зажигание заводит. То есть, если ты этот пин-код не задашь, ты можешь ключ взять, воткнуть, ключ зажигания, и стартер у тебя будет джи-джи-джи-джи, пока у тебя аккумулятор не сядет, да? То есть, вот этот, когда ты здесь правильно код задаешь, загорается там за место красной зеленая лампочка, и у тебя тогда искра будет на зажигание, да? Чтобы завелась, бензин, чтобы загорелся, да? Прикольно сделали. Ну, ты представляешь, разработки каких лет, то есть, этому автомобилю уже лет в обед, 2-литровый, блин, это 96-го года телега, да, и этот мотор тоже такой, пушка-гонка. Ну да. 2 литра. Explorer, короче, какой-то, ну, Ford Explorer, у него на двери, прям где дверь стойка, смотрю, там вот это как пин-кодовая история какая-то. Как домофон, да, на двери?
Да-да-да, что-то типа такого, да. Да. Он прям на стойке двери такой. Фига себе мемы. Бывает. Вот это я помню, еще я был мелким совсем. Даже у нас до Сибири такая доехала одна. Сейчас увидишь. Тележка такая. Здесь я в Германии видел такую один раз, мне кажется, или два. И сейчас уже у нас старые телеги, не только вот на сходке, когда вот этого старья, вот это олдтаймеры съезжаются, там олдскул тачки несколько раз в год. Тогда еще можно такую встретить, и так, в принципе, тяжело. Opel Ascona. Заднего стекла, правда, на ней нет. Это тут стекло, блин, восстановить будет дороже, чем вся машина стоит. Так это морда кадетовская, да? Да, у них кадет, Ascona, Омега, там. Сейчас я фотку поменяю. Понял. Да, это телега. Это пародия на 9, я понял. Да, похоже что-то. Но она, в принципе, это, мне кажется, даже вышла раньше, чем 9, это Ascona. Скорее всего. По годам. Ну, то, что у нее вот эти фары, прям реально 9, 99, чем-то, кстати, напоминает. Вот ты мне сейчас сказал, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Такс. Ну, ржавчины здесь тоже много. Но, опять же, телеги, это лето уже в обед. Нормальный карго. Старше меня, наверное. Старше тебя по-любому. Сейчас скажу, сколько ей лет. 86, она как я, 86-го года. Ой, фига себе. 86-го года, февраль 86-го. Ну да. А 99-го, они же пошли после 90-го, да, года уже? 99-й, наверное, копию сделали с этой тачки, скорее всего. 99-го года. Не, раньше. Половик. Гольф, Поло, Корса, Opel Corsa. О. Вот, кстати, уже Corsa поновее модель. Это уже такая, блин, пушечка. Ну-ка, что у нас тут есть? Серебряный самолет. Но фоток много нет. Ну, поскольку у него, скорее всего, техосмотра нет за такие копейки. Это стандартная тема. 75 лошадей. 200 пробег. Респект. Вот уже нормально. Фиат, Корза. Во! Вот это вообще. Смотри, сейчас посмотрим. Вот это техника. Вот это раритет. Сейчас сработает. Блин, вроде 5 секунд задержка. Иногда я смотрю здесь, там еще не перешла, картинка не поменялась. Да, есть такое, да. Ну, Тут может, секунд 10. пугает, да. А это, наверное, из-за того, что я там битрейта много поставил, он такой, не, подожди. Мы спешить не будем, я еще не успел все обработать, сказал YouTube. Да. Ну вот такая вот формат, вот такой, как сказать, вот этот автомобиль, который сейчас ты видишь на экране, это как раз... Аустин. Да, это как раз тема для реставрации. То есть именно... Да, вот это, конечно, важно. Как москвич какой-то там 406 8 старый вот эти Да. вот. Что-то есть в этом. Ну, то есть это тоже телега такая с определенной историей. Я говорю, вот если за нее взяться, представляешь, вот это вот отреставрировать, конечно же, по запчастям можно будет, ну, помучиться. Здорово, канал Ярик П4. Здорово, как дела? Лайк поставил. О. Благодарю за лайк. Сидим, тачки смотрим. За копейки какие можно купить. Смотри, ну прям... В вашей стране. Да. Подчеркнул. Не, ну это вот такое... Да, вот это вот такая аппаратура, тут, конечно, мотора нет, я смотрю, пусто. Запчастей прям наложили вовнутрь. А это Лего, конструктор, собери сам. Да, собери сам. Ярик, сегодня стрим у тебя будет? Да. Кстати, Да. будет Хорошо, или не вопрос. будет? И это вот такой формат, если у тебя есть деньги лишние, итальянская, 63-го года, представляешь, тачка? О, нормально. Вау, уже ей, блин, в этом году 60 лет ей всего лишь. Да, Всего лишь. А еще на колесах на стоих стоит, видал, не на чурках. вот именно. Это уже как бы плюс. Так, слушай, я что-то не ожидал, если честно, я думал, у меня будет 3 страницы и все, а тут у меня тачек сколько. И причем я смотрю, тачки встречаю, смотри, которые прям, вот Ford Focus 1.6, которые прям еще на ходу можно купить. С ржавчиной, но они на ходу. Вот Ford Focus, самый настоящий Ford Focus.
Плюс ржавчина, 1.6 мотор. Самые такие у нас, которые были ходовые. Это еще был этот в кузове, вот этот, как он называется, комплектация ГИА. Это их не прям полный фарш на то время. То есть, как вот VW был у нас Highline, а у этого ГИА, у Фордов, у него такой значок там на двери есть. А сейчас она, подожди, будет. Не, ну я вижу, что Ford Стандартный этот зеленый такой металлик цвет. он, да, прикольный. Очень много таких тачек было. В Там серебряном. чел такой на заднем фоне такой, ёб твою мать. Продаю Made in ласточку, Russia. говорит. Я, кстати, видишь, Made in Russia, короче, там на картинке, и чел такой грустный стоит. Да. Россия для грустных. Говорит, как вот, знаешь, помнишь такой этот мультик был? Говорит, такая корова, говорит, нужна самому. Да, да, Простоквашино. Нет, это было какой-то мультик еще был советский, когда он пошел продавать корову на базарах, говорит, там, сколько, говорит, дает молока, говорит, типа, там еще что-то про корову все расспрашивал, он корову продавал на базаре, и потом такой, говорит, типа, все про нее расхвалил, про корову, говорит, так что, говорит, продаешь корову? Нет, говорит, не, говорит, такая корова нужна самому, типа, да, расхвалил, что вот этот фокус, наверное, стоял, такой продавал, фотки сделали, он говорит, не, я на ней домой сам поеду, да, не буду продавать. Не, ну за такие... За 290 евро продается этот фокус, представляешь? Ну, так это вообще халява. Это вообще халява. 101 конь. А сколько бы она, вот, допустим, вот ты покупаешь вот этот Ford за 200 вот эти Да. евро, а потом оформить же на себя, сколько еще докинуть придется, вот с условием вот этих всех страховок? Оформить 100 евро оформить и 140 евро техосмотр. 150. Ну, Короче, оформить глобально еще 300 накидывать. Да, еще 300 накинуть, это еще без страховки, без налога. Ну, то есть, если заплатить на нее все вот эти пошлины, чтобы она ездила у тебя, там, скажем, год, надо будет тебе, ну, где-то евриков 700, скажем. И тогда она у тебя будет целый год страховка, там, да, налог дорожный, страховка, как бы, да. Страховку ты сам выбираешь по величине, сколько они за тебя запросят. То есть ты или будешь платить страховку каждый месяц, или раз в квартал, раз в полгода, или раз в год. Сколько у тебя, какая у тебя страховая там твоя за тобой идет. Вот эта вот вся тема, да. Сколько ты уже на машине отъездил, они смотрят, сколько у тебя аварий было, это все учитывается, да. Соответственно, с этого решают потом тебе, сколько ты будешь за страховку платить. Вот все такое... Как сказать, ты резюме себе накатываешь со временем. То есть у меня много лет уже, много лет я ездил, там много лет без аварии, и у меня уже проценты как бы ниже некуда. Когда я начинал только поначалу ездить, я платил за мою Мазду, консервную банку, деньги, как будто, на Porsche ездил, потому что я начинающий, у меня процент был большой, то есть доверия еще ко мне нет. Пока накатаешь, кстати, все, проценты, начинаешь большие проценты, скатываешь по минималке, чтобы потом были, да. И теперь я плачу раз в полгода страховку. А раньше платил помесячно, потому что я не мог раз в полгода, у меня столько бабок не было сразу. Конечно, тяжело это очень дорого. Это очень дорого накладно. Passat, 462 тысячи пробег на Passat. Вот это реальный пробег, где не смотали его, да? И тачка выглядит соответствующе. Хотя... Ну да, вот там царапина, здесь пошоркана, здесь пороги подгнили. Даже, в принципе, она еще для своего пробега очень даже и спортивно выглядит, я бы сказал. Ну, нормально. То есть там где-то чего-то не хватает. Там что-то... О, нифига, у нее бак стоит с газом. Ха, прикол, она еще и на газу. Бля, на газу вот это по-нашему. Слышь, это по-вашему. Да. Газпром заправил и поехали. Да. У нас только эту бадью, чтобы зарегистрировать, надо что-то 1010, что ли, оплатить, чтобы... Ну, у нас меньше. Реально. Ну, на нее у нас меньше надо зарегистрировать, но что потом на техосмотр ты будешь приезжать, тебе надо будет отдельно на газовую установку делать техосмотр. Получается, ты будешь на техосмотре еще вваливать каждый раз. Ну, ездят, я еще знаю, кто ездит на газу, но уже меньше. Лет 10 назад, так 15, прям ажиотаж был. Машина на газу, ты что? Есть сейчас, конечно, ездят, но чтобы прям так много было, все вот эти вот, кто экономщики, они ставили газовую установку себе на автомобиль бензиновый. Они потом наремонтируются бензинового автомобиля вдоволь за 5-10 лет и все равно потом покупают машину на дизельном моторе или просто бензиновый нормальный. Газ он сушит,
Смазки как таковой нет у тебя, свечи чаще надо менять, там, то все. Да, я его видел, как машины заводятся после того, что они на газе ездят, потом такой завод, что такое, блин, да, не ожидал просто, я вот пару... Они меня изнасиловали этим газом. Да, типа того. То есть я видел пару раз, а что он так заводится, интересно. Говорит, а потому что она на газе чувство много ездит. Они в основном ездят как? Они ставят газовую установку, и она ездит там, пока температура 40-50 градусов поднимается, и все, потом переключается с бензина на газ. То есть вначале первые там 5 километров, 4 километра машина едет на бензине, а остальное все время на газе. А газ он там как для мотора, я говорю, блин, это разработка потом уже пошла, это не с завода. Из-за этого, если бы это было от завода, допустим, автомобиль сделали чисто на газе, мотор прям настроили, все клапана, вот это вот вспрыск, вот это все для газа сделали, для газовой установки, да, изначально, это другой разговор. То есть я на таком автомобиле ездил, который именно заводской, с газом, да, это совсем по-другому. И выглядит, понятно. И едет по-другому, и мотор заводится, ну, то есть ты его заводишь, все, он заводится определенно нормально, тоже он заводится, как мне объяснили, первые пару километров он тоже едет там на бензине. Чтобы у него быстрее... ДВС, вся история. Да, быстрее нагревался, и катализатор, оказалось, там с катализатором тоже не все так просто, с выхлопом газов, чтобы это все нормально, адекватно работало. Да, это же Европа, как говорится, там же сильнее за эту тему. Конечно, ну, то есть, если у тебя сейчас катализатор там выбить, высверлить, но ты долго не проездишь, по-любому. Это все быстренько наружу всплывет. Хотя есть, делают не без этого. Так, слушай, ну, автомобили реально дофигища. Я в шоке был. Ну, то есть раньше было поменьше, сейчас прям вот за копейки прям много без техосмотров. Много кто на экспорт идет. Но есть. Много даже я вот встречаю тачек, которые вот, допустим, я могу поехать и купить этот автомобиль. Даже не на экспорт, а именно как приватное лицо. Частное лицо, да? Вот продается, допустим, Mitsubishi Charisma. Я вот что-то похожее жене покупал, только в красном цвете. И эта тачка, блин, фотки, конечно, сделали, позорище. Но эта тачка, допустим, вот, пожалуйста, 500 евро покупай. Они когда-то, я помню, стоили по 15, по 20 тысяч, ё-моё. Сейчас уже стоит. Харизмочка. 1.8 мотор. В то время было нормально, там 1.8, 125 лошадей, пушка, гонка. У нее вот это еще GDI была, система вспрыска, вот это распределение, там, когда бензин подавался, она прям отваливала неплохо. То есть какие-то определенные высокие обороты, как будто там еще добавлялся вспрыск, и она прям летела. А в верхах? Да. Когда раскручиваешь ее, как типа Eclipse, да, только что это подешевле чуть-чуть. Слушай, ну блин. Фокусов много, Фиесты. О, Клио. 500 евро Клио. Даже такое есть еще. А что, Клио, это прикольно, ну? Не, прикольно, так смотри, его тут смотри, его тут наполировали его прям. Ничего себе. Я на Харизме еще сижу. Чего? Да, сейчас. Да, я вижу, он тут крутится. Мне кажется, из-за битрейта это он начинает крутиться, он не успевает. Слушай, у него тут порог чуть-чуть ржавый, чуть-чуть заднее крыло ржавое, а так он за свои... Отверка не пробьет, все нормально, еще жить можно. За свои... Типа знакомые просто берутся, ну, типа, сразу в порог отвертку. Да. Давайте проверим на ржавчину. Хоп. Да. Не, за свои бабки, слушай, довольно-таки неплохой автомобиль. Не, Клио кайф. Тем более, мне он нравится, как бы, как городской автомобиль такой компактность в нем такая вот это все, да? Упоротый. Такой... Купа! Да, зеленый покрасил, на любухе такой квак-квак. Да. Еще вместо этого клаксона себе квак-квак херанул, как жаба такая катаешь. Да, ну у него видно, что на нем ездили. Пробег есть, сиденьки грязные, но как честный автомобиль. Спидометр, бензин. Пионерский. Да, все. Кассетное радио стоит, оригинал. 100, да, это в наше время тоже, когда такое видишь. Врубил пугачиху по кайфу. Блаупункт. Прикольно. Так. Тут пару запчастей не хватает, но да ладно. А это не надо, это стиль. Да, это так по фэншую так вырвали.
Так, может, А, М. так кто-то выйти очень сильно, да, хотел, типа, из двери, что... она же, это же делается для чего? Для облегчения кузова, и, соответственно, А, машина да, будет да, быстрее да. ехать, понимаешь? Что Да, да, да. это как бы, это можно даже отнести в раздел тюнинга, я бы сказал. Это автоспорт прям, все. Да, но ты когда в автоспорте, допустим, я смотрел, чуваки берут такой корч, и у нас один до того домутил, он взял фен горячим, и там, знаешь, когда шумоизоляцию клеят, между задним Да. сиденьем вырывают, и вот это все отскрябывал, то есть, чтобы чисто вот железо было голое, да. Это, говорит, даже шумку эту отклеил он феном, это тоже вышло несколько килограмм, то есть, Им дешевле было покупать где-то отдельно кузов прочь. да, ну как бы все И на него переставлять не уже хотел, он досконально все сделал. Даже аккумулятор сняли, вот этот оригинальный большой аккумулятор, купил маленький, как на мотоцикле, потому что это тоже вес. Все килограммы лишние Да. у него было Ford Fiesta Подожди, ST. Это не... А он что-то не настолько, что прям какой-нибудь каркас варить и все остальное? Не-не. Не автоспорт? Ну, каркас он потом поставил, но он на ней отвалил на этом Нюрбургринг у нас, да. Короче, прикольно было, он говорит, из-за того, что вот этот он вес скидывал, и он почти 300 килограмм скинул с тачки. Ну, каркас это сотка, бля. Опять КГ, опять же. Ну, они там оставили каркас, там вот такой, он полегче был уже, там алюминий или какой он там делал. Не, я, короче. кстати, видел что-то типа, ну, 8 это кольцевая, типа, прям вживую каркас, она вообще пластмассовая почти везде, ну, типа, крылья, капот, ну, капот, Ну, ну, бампера, понятно, что пластик. Ну, все равно она гибкоустойкая, даже ты, если что, у нас вот эти новые на 3D вот этим вот принтере напечатают тебе с пластика, они, блин, мощные будут, да, то есть поставить ее все равно прикольно. Вот. Это, конечно, борьба за вес. Я просто, я не особо за такими слежу. Не, я как-то один раз и посмотрел, ну, как бы... Карбон кевларовый, прям вообще бумажные машины, там прям руку кладешь, она под тобой прям мнется стекла из этого оптового, не оптоволокна, как это есть? Пластик вот этот. Пластмассовые стекла, короче. Да, знаю такое. Но опять же, вес. Поликарбонат твой. И все отлично, да? Получается, вес, стекло, он же тяжелое. Просто у тебя, ты должен не забывать, когда такие ты вещи делаешь, такие обработки на тачке, это все шумкоизоляция уходит. Получается, тебе без затычек в уши на этой машине ездить невозможно, потому что там до того громко внутри, шумно, вот это все вибрации идут, да? Потому что у тебя все вот эти вот шумоизоляции заводские, они много вибраций снимают. Ну и шум, соответственно, да? Понятно. И, короче, я смотрел чувака, говорю, он прям нагревал феном вот эти вот все польники, там все это поснимал, обшивку снял, все, потолок, все, оголил, все это, да. И он реально много килограмм скинул, говорит, ну, тачка летит просто. Представляешь, Ford Fiesta ST, у нее 150 коней. И он весь этот еще 300 килограмм с нее веса скинул, это просто пушка-гонка, да? А, ну, она сколько там, до тонны стала, что ли, весить у нее? Да, она меньше тонны была. О. Она... Там же какая-то еще же история Вообще, какая-то. Там просто проблема была, короче, знаешь, ему надо было по времени... О, кухня контента, привет! Хорошего стрима, спасибо большое, вечер. доброго времени суток. Там проблема была в том, что тебе надо вот этим по классам, по гонкам, тебе нужен определенный вес, определенная мощность. То есть тебе надо было там аккуратнее быть с этим занижением веса, чтобы она чересчур легкая консервная банка не была, да. Ну да, тоже. То есть там свои, как сказать, свои требования от тех, кто представляет гонки, кто вот это все делает, это, да, и они тебе заранее Там же можно, знаете, говорят. когда весы делать, блины от поля, от штанги закидывают на палку там какую-то. Да, в Германии что, 2 ящика пива поставил, поехали. А, ну да, Слушай, она же пиво в ящиках покупается, так что я думаю, с этим можно будет разобраться. Вообще проблема. Но здесь, конечно, ё-моё, как жестко здесь накрутили. Ё-моё. Прям намазали все, ржавчину замазали. Как-то вот так. Слушай, ну я вот я удивлен. Я потому что последний раз у меня стримчик такой был, как неделю назад, 2 назад. 2, наверное, уже прошло. Где я смотрел байки за 500 евро. То есть много было скутеров таких, не то чтобы мото, а именно скутеров. Здесь, в принципе, в этом варианте тоже я еще не все посмотрел, то есть еще до сих пор не закончилось. У меня еще там страниц, наверное, 20 будет. И очень много тачек, которые можно купить за 500, за 400, за 450 евро. Они, конечно, будут не совсем быстрые, но, тем не менее, это тачка, которую ты берешь, там, Смотря же под это. ставишь на учет, и она тебя ведет с пункта А в пункта Б.
Она едет. Теперь, да, типа, То есть это на ваши будет 40 тысяч рублей, этот автомобиль Opel Corsa, и она едет, у нее все нормально, представляешь? Это всего лишь как бы, ну, у нас она, наверное, 100-200 будет стоить. обалдеть. В лучшем случае. Ну, это именно после растаможки уже все, когда чтобы. Да. Так что такая история. Ну да, это я слышу как-то там, то есть раньше какие-то там ограничения были по годам, там растаможка, то есть там 6-7 лет там и так далее и тому подобное. Сейчас еще, наверное, меньше, там наверное, до 5 лет автомобиль должен быть. Чересчур новый тоже будет по-другому смотреть. В данный момент я вообще не знаю, вообще это можно будет сделать или нет. То есть меня спрашивали насчет байков, насчет мотоциклов. У нас мотоциклы тоже намного дешевле, чем кое-где. Понятно. Перевозить его, как бы, ну, это выгоды нет, потому что, ну, привезти-то его можно будет как-нибудь, скорее всего, я думаю, в наше время. Проблема в том, что ты на учет пойдешь ставить, тебе как зарядят цену, как бы, ну, и где ты сэкономишь. Единственное, где ты сэкономишь реально, то есть, если у нас ты возьмешь байк за 2-3 тысячи евро в хорошем состоянии, у него оригинальный пробег, у него есть история, у него есть документы, у него все тип-топ. Он выглядит в свои... Он в свои 16 лет выглядит как новый. То есть у нас много мотоциклов, которые 15-16 лет, докопаться не до чего, потому что у него один человек, один хозяин, пробег не смотанный и т.д. и т.п. Я сам покупал второй мотоцикл, ему было 16 лет. Представляешь? Я его продал, мотоциклу было 24 года. И я его еще за штуку продал. Когда байку 24 года, мне просто это, ну, я на нем, сколько вот, 30 тысяч на нем накатал за 8 лет. Ну, я много работал тоже, некогда было сильно. Я ездил так вот по этим. Потом я вот последние 2 года на нем прям десятку, наверное, накатал. Прям жестко. А до этого много, когда я работал, он стоял. Вот, кстати, Жигуль нашел. Че, в натуре? Да, 500. Мем. Да, мем. Это еще, Мария. О, нифига себе. Сейчас. Ждем. А, точно, подожди. Там эти документы стоят, правда, этот, не немецкий. Штрехенбахен. Ну, у нас, кстати, вот Лада Нива прям тачку ценят. А мне все в натуре 9 короткокрылая. Или 8, что там я... Сейчас включу тебя. Сейчас она откроется. Да, я увидел фотку, вот у меня уже морда 9. Прям Короткокрылая. практиш, квадратиш. Да. Не, ну они прикольные, мне кажется. А, это еще вот она. Это, наверное, не 9, а 8, там 2 двери только. Это 8. Это 8. Я говорю, у меня пока морда, я поэтому... Вот это тачка! Сзади еще такие спойлера такие стоят сзади. Сейчас я как увижу, прозрею. Я такую тачку видел новую, прикинь. Новую видел, когда она прям... Пробег у нее был 5000 после завода. Пока доехали с завода домой, уже 5000 на спидометре стояло. Пока доехали, мотор отлег нахер. Ходовую меняй. Это же Russian Technology. Ну вот, сейчас увидишь. Сейчас. Раз, да, два. Увидел 8, да. Вижу, да, 2 эти. Сзади, видишь? Это для чего? Это не обогревки какие-то, это специальные? Ну, это типа спойлерков такие, спойлеры. Типа спойлеров. Это вообще в то время было... Она красивая, стоковая была. Да, это вообще такой тюнинг. Ну, то есть, такие стекла тонированы здесь. Это прям уже первое, что делалось сразу же, да? После завода. Но телега та еще себе. Да. 1300S Самара, то есть 1.3. Не самый мощный мотор. Но... на карпе. Да, конечно. Ну, то есть, такую тачку, она здесь как бы по приколу. Я когда здесь такие на дороге вижу, прям вау. Ну, то есть, они в состоянии здесь у них, конечно же, соответственное, да. Это уже убито, здесь вон провода что-то висят. Хотя можно подремонтировать. Последний раз, я даже вот во влогах как-то вот все записывал, у нас продавался Жигули 6 была, 7, что-то еще было, тоже, они, короче, привезли, знаешь, Болгария оттуда, Румыния, Болгария, да, и прям 7 стояла, состояние прям, такая прям, знаешь, бодренькая такая, ну, то есть, ты ее можешь прям реально купить эту тачку, там она стоила что-то 3000 евро за нее чувак хотел, или 4000 евро. Пошло оно нафиг. Ставишь на учет, типа, да, и ведро с гайками для ремонта покупаешь сразу же и поехали. Да, сразу в строймаркет мне килограмм болтов. Ну да, на 8, на 10 там это. Да. Просто... Один молоток и балдеешь.
Да, я хотел что-то такое необычное найти, но пока еще не вижу. Но я по-любому сейчас, если крутить, что-нибудь такое, знаешь, вот прям такое. Вот, кстати, вот. Кадет. Мазерати за 400 баксов, чё? Да не, это месячно надо платить, это не ты что. Да. Я уж думаю, чё? Не. Мазерати, если старую ты найдешь, квадрапорта, за 3000 евро спокойно. Ну, можно купить. Проблема не в том, чтобы эту машину купить, проблема в том, что эту машину содержать. Там надо только у нее ремень ГРМ этот поменяешь, короче, да? То ты охренеешь, стоит как весь автомобиль по деньгам, по ремонту. Я про Ниву буду сказать, то, что мне вот всегда интересно, вот на экспорт, по-моему, машины лучше уходят, чем на типа, те же Нивы обоссанные. Да. Ну, они здесь у нас потому, что некоторые строились, они здесь прям, да, в Европе. Качество другое. Когда я в России жил, у нас там соседи были, они привезли Ниву с Германии, и у него там Нива отличалась от тех, которые ездили у нас по месту. Конечно, вот я говорю, что... Не, ну Opel, вот Кадет прикольно. Вот у них же именно вот разные вариации бамперов же были. Да. Это Кадет, видишь, именно в седане формат. Вот таких Кадетов у нас здесь очень мало. Этот Кадет, допустим, я бы тоже себе купил. Потому что это просто прям телега такая. Но, правда, здесь уже ржавчина его берет. Подрихтовать его надо. Но этот Кадет, именно видишь, у него багажник. Их очень мало таких было здесь. Они ушли в Киргизию, куда-нибудь там, в России, Польша. Да. У нас Кадеты были хэтчбеки. Здесь хэтчбеки, в Германии больше хэтчбеков именно. Да, это Deonexи, у нас Deonexi делают на базе Кадета, по сути, делали. Кстати, да, похоже. Вот ты сейчас не сказал Deonexi, да, я помню такую телегу. Здесь они очень редко встречаются. Крузов один и тот же Кадет, по сути. Ржавеет одинаково на ходу, да? Наверное, да. Но до сих пор тоже такая из разряда, ну, типа таких же работяг, типа тех же, как Логан из первого. Да. Которые вот именно лошадки. Рабочие. Nexi, типа, да, что не говоря, типа, если относиться как технически, то зашли. Вот пушка-гонка, когда мы в Германию приехали, это была тачка, одна из таких прям вау. Но сейчас сейчас увидишь, это задержка пройдет. Калибра? Да. Это купе еще ептут. Да, у нас, кстати, калибры, короче, если ты сейчас в хорошем состоянии найдешь тачку, это в нормальном состоянии, то это прям прикольный. бабки. Шляжановый. Да. Такой Лада седан баклажан. Это просто очень тяжело найти в хорошем состоянии. Были парочку лимитированных, такие с бело-желтым раскраской, такой ДТМ, да? Они в ДТМ же участвовали в то время. Калибр это прям пушка-гонка, да? То есть у них там в то время по технике, по мотору прям, нормально. Внутри она выглядит, спидометр, как он, Opel Omega, Opel Vectra, да? Все вот это вот. Мотор, техника, да, то, что еще купешка, вот это все. Я делал, короче, на Opel учился, так, пару месяцев было такое, пару недель, когда хотел идти на этого механика, типа, и там от моего шефа, сына, у него такая калибра была в то время, тоже спортивного, 2 литра мотор, что ли, или 2 с лишним, прям вообще, то есть, мощная телега. В то время это прям вообще было. Надо чистарь втыкать. Да, там вообще была тема. Там, короче, пацаны говорили, типа, если бы там коробка была, там побольше скоростей. Я не помню, даже, может, она 5-ступка была, а не 6. Надо было, и она хотела. И был потенциал, но, к сожалению. Так, ну-ка, сидушки видел, там что-то за 500 евро продают. Тут что только нету. Сейчас я хотел включить. Так, подержанные тачки и марку. Ну-ка, сейчас посмотрю, если там еще найду этот Лада Нива. Были, нет, это вообще просто кора. Не, подожди, прикол такой, посмотришь. Я тебе говорю, я когда... Вот она. 10-го года 8 тысяч. Представляешь, вот квадратиш, практиш гуд. 8 тысяч евро? Да, 8. Чего? Она, ты что, знаешь, короче, я видел где-то за 10. Но это с магаза? Не, это подержанная. 13 лет. Говно, это говно. Не, оно, кстати, слушай, тут зазоры не как в России, в смысле. Чего? Так у нас можно 2 ноги с одной стороны и 4 человека с другой. А чё они такие хорошие? Я просто такое на фото и вижу. Ласточка. Есть, конечно, ржавчина у нее, вон видно, но... Вон снег, пороки крашеные. Или обработан.
Пороги, да, Как? обрабатывали. У него вот крылья спереди с стыками, там тоже ржавчина. Может, она еще это как бы... В салоне выглядит даже неплохо, я бы сказал. Завнято облитая. У меня, Ну, зна- видишь, как сзади? у меня знакомый реставрирует, но это то себе. Короче, ну, хобби. Я вот скоро видос Это сделаю. На драйвер гараж я буду видос делать. У меня есть, короче, этот один, да. Ну, помню. Вот туда, на тот канал я буду это скоро делать. Сейчас у меня вот пару дней отпуска будет, надо будет собраться, видос А собрать. что такое? Ты что, где прикуриватель магнитола там в Ниве, что ли? Да, вот смотри, вот это вообще прикол. 6500 евро, копейка, прикинь. Ну-ка. Вообще, ласточка. Ну А то у это, меня это уже пока не было. отреставрировали уже прям. Это уже реставрация была. Это реставрация, это прям... Ну, это да, но это музей. Да, это, ну, на дороге общего пользования. Я знаю, ездит один Жигули тройка, шестерка, Нива есть. Просто немцы Ниву берут они для того, чтобы прицепы тягать, баранов возить, да? Прям реально, потому что полный привод, знаешь, он на поле заезжает и пошел. А зачем, если, допустим, если существует даже Opel Frontera, B, A, там... Фронтера у нас уже нету, ты их не найдешь. А, да? Они, Ну, они у вас там все. У нас фронтеры осталось на всю Германию, 3 штуки, наверное, может. Эти квадратненькие, которые... Да. Я когда был, помню, там были, смотри, ну копейка, прям реально, ее отреставрировали, идеал. Ну да, вот только и вот, да, и все это для тех, у кого есть деньги, и не знаю... Ее в гараж поставить так вот раз в год, в воскресенье выехал до заправки назад. И не Клёнов сворачивай. сказал, пошла нахер эта жига. Да, и не сворачивай их никуда. Да. Вон Лада Веста даже продается. 10 О, штук. боже. Да. Вот Есть. самый прикол, смотри, новая. 60 тысяч Нива, 20 тысяч евро Нива. Ты что, серьезно? Видел когда-нибудь такое Нива? Ты вообще офигеешь на тюнинге, прям внедорожник, Ой. чисто Ну, крузак. Ну да, я вижу на фендерах лифтованная, походу, ну там хера чего понаделано. Там, Да. наверное, фак щит. Осуждаю, скажу, да. Сейчас, подожди, Кася. Раша. Шноркель, ёпту, кенгурятник, ну резина какая-то такая. вот. Все здесь прям для оффроад, да? Для полного привода это сделано. Багажник А сверху, МАЗ багажник сверху, багажник сзади. вижу. Ну просто Вот за... эти. Не, ну за такие деньги я бы, конечно, лучше бы взял бы какой-нибудь Kia или Honda, или... не знаю. Не, ну если говно месить, ну определенно есть куча других внедорожников, ну за 20 тысяч евро, блин, ну Ничего не купишь это нормально. вообще, ну, Нет, по-моему. то, что они здесь вот это все впихнули, видишь, лебедочка там есть спереди, конечно. а это- это по лайту, или- Вот, смотри, даже назад на крышу, чтобы раз, лестница такая, прям сзади, прям все как Да, положено. Ну это как бы интересно, формат интересный, но просто когда ты знаешь, что ну консервная банка, там надо сперва да, ее там обработать, чтобы она все это, чтобы это все не сгнило, не развалилось, как бы. Да, я банку даже вижу, какую мафлер. Да, вот, смотри, тебе покажу, Магина машина. Ой, такая. Сейчас Нива уйдет. Блин, вот Офигеть. эта задержка так долго, что ли? Блин? Алло? Ну пока ты у меня открыл вообще пятерку сейчас. Ну вот сейчас она вылезет. Вера Блум нажал. Пошире вот сейчас там. Прикольно. Ну вот диски на ней прикольные. Да, вот с этого уже диски стоят, видишь? Уже похоже на автомобиль, да? Тоже реставрированная вся, видно. Ну да, видно, что. Я углы вижу определенные, где там шпаклевка там скрежет. Ну, прикольная. Полировано. Ну сколько какавку я наряжаю? 10 200, вы что, серьезно? Я за 10... Да тут за 10 200 можно, ну, делим по 500 на тебе 20 надо машин. быть таким любителем этого всего, чтобы прям столько денег вывалить за эту машину. Свистком. Да, вот ты про Мазерати загорел, я тебе сейчас покажу, сколько стоит итальянское искусство. Прям реально недорого стоит. Я сам просто балдею иногда, потому что можешь купить вот квадрапорт старая, поновее. А я не особо шаристый в этой теме же, я так. Ну, я тебе просто покажу, вот смотри, старенькая, допустим, которая годов по 35, квадрапорта, сколько стоит? Больше десятки, да? Ну понятно, ну кто тут. Не, ну это телега такая прикольная. Вот мне вот это квадрапорта прям о. 12? Да. Дешевле Нивы? Да, конечно. Так здесь прям у тебя мотор-то с Феррари стоит, понимаешь? Здесь Да. мощь.
Здесь У нее номер 2 сект да. 180. Ну, это с Америки номер ее притащили. Ну, понятно. Дело в том, то, что это лайба такая, то есть, если я здесь на такой тачке буду по Германии ехать, все будут разворачиваться, Ну, поворачиваться. это стиль. Это прям реально точило такая. Ну, проблема в том, то, что она до того здоровая, она сделана из американских дорог, и она мне вряд ли в гараж поместится, я тебе так скажу. У меня А проблема. она на мешалке тоже, да? Или на автомате? Скорее всего, автомат. Сейчас я найду, если будет фотки. Америка же, ёпта, чё Да, если спрашиваю? Америка, то скорее всего автомат. Ну, у нее в салоне, я тебе скажу, блин, сиденье. А у нее, подожди, у нее какая коробка? Ну, меня просто показывает, у нее коробка на руле именно? Не, также сбоку КПП стоит, как обычно, автомат посередине этот. А, У меня вот, рулем такая, да, у нас вот Toyota, допустим, у нее на руле вот это стоит коробка автомат, вот этот, драйв у ставишь. Мерседесов тоже вот это есть же история с коробкой, это Да. тоже это как под рулем. Вот, А есть? посередине шайбочка какая-то маленькая. Не, ну слушай, вот эти вот сидушки прям, ты прям будешь там сидеть, как прям, Жёлтые. да, как барон Мюнхгаузен. Смотри, это прям, это не сиденье, это кресло. Ну да. Они, Там кожа молодого осла убранная. они до того обалденные, вот эти сиденья удобные, там, прям приятно на них передвигаться. Ну вот, наверное, эта тачка такая, на чили на ней ехать, такое, Snoop включил, потихоньку едешь себе, отдыхаешь. Да. Пимп марает. У него даже запаска в оригинале все. Тут багажник, блин, можно по... Вот, Мазерати мотора тут. Обалдеть. Смотри, тут моторный отсек чего стоит. Только сейчас откроется эта фотка. Не, ну это реально тема. Слушай, вот такие я люблю прям. Единственная проблема, я как-то вот смотрел такую Кадиллак или что-то это было, такая тачка. То, что она по размерам, габаритам этим американским, она мне просто в гараж тупо не въедет. А если такую тачку брать, я не хочу, чтобы она у меня где-то Ну стояла да, на на улице, улице. там под дождем. Тем более у нас очень часто там дождь, какие-то ветки от деревьев летают, или солнце, да. Оно все будет портиться. Ему надо, то есть, на этой тачке выехать два раза в год, и чтобы она в гараже больше стояла, вот, да. Да. А если вот так вот, ну, 60, 40 тысяч Мазерати, вообще спокойно. Ну, вот эти вот квадрапорты, они прям в цене. И что самое хорошо, если ты взял эту тачку, она сильно-то в цене не потеряет, как бы, да? Ну, получается, да. Единственная проблема у тебя в этом автомобиле — это содержать его. Ну, это вообще он там жрет как... Ну, нормально кушает, ведрами бензин есть. Дело-то не в этом. Дело в том, что у тебя тормозная система стоит дорого. Цепь ГРМ, вот этот вот, менять на нормальных автомобилях, на распредвале вот эта вся хрень. Допустим, ты меняешь ремень в 100 тысяч километров, 140, сейчас на некоторых автомобилях есть уже на 240 тысяч стоят, да, ремни. А здесь, допустим, у тебя там 30-40 тысяч километров проехал, меняй. Или 60 тысяч там, да. Это же итальянское все. У них как бы они моторы оборотистые. Там. У этих стоят квадрапорты, у них 8-котловые моторы стоят, то есть 8 лошадей. И, в принципе, это как бы, знаешь, как у нас говорят в Германии, Феррари для бедных. У кого, это у кого денег на Феррари как бы не хватает, не совсем, да, то есть вот берешь Мазерати, у тебя как бы мотор тот же самый мощный, как Феррари, да, но ты ездишь на Мазерати, ну, как бы Феррари. Просто чтобы не запариваться. Как вот, допустим, у кого денег на Passat не хватает, они покупают Шкода Октавия. Также с вот этими Мазерати. Ну, мне она вот этот по дизайну, вот этот элеганс прям нравится, прям вообще классная тачка. И она как Porsche, как и Ferrari, заводится кнопкой у нее слева, вот этот вот пускач. Старт, мотор заводить, слева кнопка под рулем, да. И идеально так выполнено все. И кожа все время там такое все, салон. Кожа, рожа, все дела, прям вот этот трезубец. Ну, тачка прикольная. То есть, если у нас проезжает она, 8 котлов, что говорить, да, это звук. Они визуально прикольные, красивые. Да. Есть старенький. Я как-то вот помню, тогда было, ну, то есть за 3-4 тысячи евро можно было купить. Сейчас все, что стоило 3004, подскочило до 15 уже, да. Гран-туризма у них есть 4.2, там, допустим. Вот старый 2.8, 6-котловая, 95-го. Вот эти мне квадратники нравятся. Сейчас я вот еще вот это покажу. Она мне напоминает Альфа-Ромео очень сильно. Сейчас она у тебя вылезет. Потому что, ну, как бы, Мазерати, Альфа-Ромео, это все итальянское вот это, да? Есть, короче, я смотрел одну передачу здесь по, типа, как она, авто вот эти вот всякие рассказывали, чуваки. Есть одна... в журнале «За рулем». Да?
Не, Но ну, это было, когда мне лет 8 было. альфочки, они прикольные, но проблема в том, то, что как бы с ремонтом все они такие тоже как бы прихотливые, все. Вот это вот квадрапорта точила, смотри, купешка. Смотри, это купешка, это просто пушка-гонка, да, она мне напоминает 157-ю Альфа-Ромео, напоминает мне сильно 156-ю. Видишь, какой обрубок. Но этот обрубок, Да. блин, она просто отваливает, это мама, не горюй. Там Отваливает мотор, коробки. все Сразу отваливает. было. Там просто сцепление быстро отваливается у них, да. Но зато есть какие-то там пару моделей этих квадрапорта, я сейчас уже не помню, какой у них там мотор был, что типа чуваки говорили, что этот же самый мотор стоит на какой-то там Феррари. То есть у О. кого денег на Феррари за 100 с лишним тысяч нет, они берут просто за 6-8 тысяч. Ferrari Light. Да, на лайтах такая. Берешь такую вот Мазерати, и ты типа ездишь, у тебя мотор стоит от Феррари. Все, какие проблемы? Вот она, кстати, вот эту я смотрел, 3200 GTA когда-то. И она стоила у нас реально копейки 10 лет назад. Сейчас ее уже даже я уже купить не смогу. Но она сейчас в поддержанном состоянии, цена полетела вверх, только вот так. Зачем что-то покупать, у тебя все и так есть. Ну, как бы и да. Нет, я просто... Что когда-то, допустим, она стоила эти 5000 евро, я мог ее купить, но не хотел, потому что я знал, что дорого содержать. А сейчас цена просто выросла в 8 раз. Ну, сейчас ты увидишь эту лайбочку, она красивая, телега, как бы, да, очень такая спортивная. Да. У нее именно у этой тачки гены вот этого Феррари, спортивные автомобили Феррари, да? А, ну вижу, да, ну, блин, ну такое, не знаю, но субъективно не знаю, что это. Что-то не да, Астон Мартин с Маздой скрещенный. Это Мазерати, самый настоящий. Вот сейчас вид сзади посмотришь, как эти... Мне напоминают эти стопаки ешни сзади, как эти бумеранги 2 штуки. Да. А, ну да, задержечка. Мне надо битрейт сейчас скрутить, наверное, 1000 до 6, чтобы YouTube уже не парился. А то ему что-то то мало было битрейта, теперь ему много. Мне вчера один посоветовал товарищ, говорит, а ты, говорит, скинь вообще, говорит, ABS, поставь Streamlabs. Что, тоже тема рабочая? Ну, Да, блин, ну прикольно, да, ну. Прикольно. Грустная срака такая. да. Но снизу смотришь, где диффузор, там такие, здесь 2 трубочки, здесь 2 трубочки. Но зато ночью нам прикольно выглядит. Ночью классно, да. Самое важное, что здесь вот эта боковая линия с этого, да, вот здесь, допустим, боковая линия у нее вот эта спортивная, напоминает Ferrari и Porsche. И снизу, где диффузор, трубы у нее настоящие. То есть в наше время вот эти Volkswagen, вот эти ваговские ездят, у них там Audi, Volkswagen, они стоят, все, бленды, это, как сказать, имитаторы, да, то есть там не настоящие даже выхлопные трубы, там внутри такие пипетки стоят, а здесь как бы нормальная выхлопная система еще, да, то есть нормальная. Даже для любителей. Да, а здесь как бы, ну, он реально купешка мощь. Опять же говорю, это здесь у него что-то мне присутствует внутри, вот эти вот спидометр напоминает Jaguar, то есть Jaguar какие-то есть X-Type или F-Type, у них прям похожий спидометр, да? Кстати, да. Английский вот этот вариант, сейчас переключится картинка, и подсветка такая вот эта зелененькая, тех годов как раз она еще была модная. И... Не, ну Мазерати просто в то место, где фары можно было фары от Volvo этой C30 поставить. Да, кстати, есть такое. Или что-то или C50, блядь, Да. я плохо. Ну вот коробка, смотри, ну то есть такое, коробка, кнопки напоминают тебе, вот как вот Ford Fiesta, да? Ford Fiesta, вот самая дешевая, вот эта печка, все, ну, какой-то Fiat Panda, да, знаешь, такое, все дешевое, тут ничего такого нет особенного. Здесь в этой машине самое важное, это коробка сама, именно как она работает, мотор, шасси, вот это вот, да, как, то есть амортизация, вся вот это вот. Выхлопной, да, то, что внутри много элементов, которые взяты были от каких-то там Fiat Punto, Panda дешевых, потому что, ну, дизайнеры решили как бы не заморачиваться, у нас же, говорит, зачем разрабатывать новое колесо, как бы у нас уже есть колесо, как бы, все, вот они сделали. Велосипед изобретать. Да, зачем изобретать велосипед, типа вот у нас уже есть, давайте его просто покрасим в зеленый цвет. А так как бы точил 10-17 года, я когда, говорю, смотрю модели, которые поновей, сейчас они тоже сделали SUV, кстати, в том году. Видел SUV когда-нибудь в Мазерати? Нет, это типа джип? Ну да, это джип.
Сейчас тебе покажу. Это вообще топ-тачка. Кроссовок, типа? Да, как кроссовер, SUV, как вот эти вот. Как BMW X5, допустим, только Мазерати. Сейчас увидишь. Это просто вот эта тележка, я ее когда увидел, прям такой, вау. Ну, я кайфанул, потому что здесь уже поднапряглись чуть-чуть дизайнера, да, и она выглядит уже так и спортивно вроде бы и у нее есть какие-то там от оффрода штучки, да, то есть клиренс повыше, там, да, на ней удобно уже в нее сидеть за рулем. Пневма? Или пружинная история? Скорее всего, пружина, но это надо посмотреть. Я точно не знаю. Она То есть очень... я ее только по визуалке знаю. Сейчас технически данные ну просто- я сейчас в Google фото зашел быстрее, чтобы дождаться. Я смотрю, короче, что-то на БНВ, где-то на Каен, ну, разные вариации. Да. Ну, она есть Ягуара, знаешь, тайп вот эти, я забыл, как они называются. Это Ягуаров SUV. Да. А это получается вот Мазерати. Она напоминает мне что-то Mazda CX-5, Porsche Macan, потом BMW X5, все перемешано. Везде где-то чуть-чуть что-то есть. У него Это они как китайцы поступили, которые, Ну. типа, копируют все, что можно в одну машину. Не, ну здесь вот, допустим, смотри, внутри в салоне смотришь дизайн, и такое себе, ну, прикольно. Ну, Шикарный да. дизайн тачки. О, привет, Рик Санчес, добрый день. Да. Да, дизайнеры здесь постарались, конечно же. Мне всегда нравится у них вот эта вот кожа, да, все вот кожа, особенно вот мордочка, они прям заморачиваются под этим. И некоторые, конечно же, также возьмут где-нибудь, чтобы сэкономить дешевые какие-то элементы уже, которые были готовы на других автомобилях, да, итальянских. Но вот на эту морду смотришь, как бы, да, вот эти трезубец, вот это, она все равно какая-то, что-то у нее свое есть. Ну, то есть не как вот Porsche или Audi, да, а вот именно что вот это ты, когда ты видишь эту тачку в зеркале в автомобиле едешь. А вот это белое ты открыл, знаешь, что, блин, я не знаю, дебильное сравнение, мне что-то Ашку напомнило чем-то, я не знаю, жопу, что ли. Кого напомнил? Ашка, ну, А45. Да, есть чуть-чуть. Кстати, да. Не, может, я вот уже... Ну, просто это Кстати, что, если ее уменьшить... Канал Рик Санчес что-то спрашивает. Какая дешевая машина? Привет, какая... 500 же? У тебя. Вот это. Это сейчас-то Марин. стоит до хрена, ну, я уже топ-500 я убрал. Какая самая дешевая? Ну, то есть за 500 машины мы смотрели, там, Гольф, Renault Clio, Гольф 4, много, Passat были с пробегами, всякие разные, то есть там очень много. Вот, за 300 тысяч евро тачка, 630 кобыл, всего лишь. Вот это прикол, я даже такую еще никогда не видел. Может быть, в Гран Туризмо в 7 будет такая машинка. Гран Туризмо 7, это ты про игру, что ли? Да-да, ну там такая, скорее всего, А. будет Мазерати. МЦ-20. Сейчас она покажется у тебя. Потому что я в 6-й Мазерати играл, там и такой игрушки не было еще. Машина. А подожди, а ты на ком покупал или у тебя консоль есть? На PS3. Ну, А. PlayStation 3. Тогда Не, еще. подожди, ты лицензионную покупал, типа, игру? Да, конечно. А там в онлайне не пробовал там же вроде? Я все играл там, да что, да, у меня в онлайне, у меня там 30 миллионов я заработал с лишним. И потом они понятно. сервер собаки закрыли. Ну, это понятно, поддержку Гран- Сейчас PS4, PS5 же вышел. Да-да, но они сервер мне еще закрыли там, наверное, лет 5 назад уже, 4. Обидно было, конечно, Понятно. ну что поделаешь. Ну вот, короче, лайба такая, Мазерати МЦ-20 стоит 304 тысячи евро. Офигеть. Просто я еще такую никогда не видел, если честно. Я даже не знаю. Ну, надо будет поехать. У нас есть автосалон в соседнем городе, где я работаю. Там Мазерати продают. Посмотрите, она у них такая вообще продается. Нет, в шоуруме стоит такая. Это прям... Это Феррари. Для меня, вот когда я эту тачку вижу, это прям Феррари на минималках. То есть, если ты Феррари там стоит, допустим, 400 тысяч, это стоит 300 тысяч. Потому что здесь у этой тачки Мазерати с Феррари схожество там 100 пудов хватает. Больше, чем. Просто берут эту тачку из-за того, что как бы она еще напоминает мне, кстати, Audi этот R8 чем-то. Ну. Вот эта вот линия, где сзади заправляют. И фары Porsche жопы, да, типа? Да-да-да. Или как? Сзади фары стоят как будто от этого Austin Martin DB07. Спереди фара от Porsche, а боковая линия вот Audi R8. 100 пудов. Вот это вот воздухозаборник, вот эта дверка, где заправляют бензин. Сейчас переключится фотка. Блин, ну прикольно, слушай, я такую еще не знаю. Для меня что-то новенькое. Ну, блин. Видишь, Да? Ну, это больше трековые истории, мне кажется, такие машины. У нас нет. Ну, гражданские. автобан-то нет, как бы. Автобан же. У нас автобан. нет.
Тем более, это, конечно, вот день Абу-Даби там где-нибудь, Саудовская Аравия, там уже такие давно катаются. 100 пудов. Шейкар. Для них 300 тысяч это вообще что-то деньги, что ли? А так, Тесла сейчас, я вот вчера или позавчера возвращался домой, Тесла были сколько везли новых, обалдеть, просто. Тесла прям, ну этих, я просто обалдел. Вот Rolls-Royce на минималках, смотри, 208 кабрики, 360, 500, вообще, ну цены, конечно же, на Rolls-Royce, ну минималка вот. Ну, это за бренд еще переплата сколько? 200 тысяч. А, 40 тысяч пробег, 7 лет машине, да. Если машине вот 2 года, она стоит пол-ляма евро, охренеть. Даже- Rolls-Royce для бедных звучит очень прикольно. Есть старые Rolls-Royce прям, да, за 20 тысяч евро всего лишь. Rolls-Royce это же BMW, по сути. Ну, там же все кишки BMW, по сути, там. Да, но есть у них там свои какие-то особенно старые темы. Вот старая есть в Италии. Да, Rolls-Royce это Rolls-Royce, там своя тема, сколько смотрел, но английская как бы, ну там BMW, да. Вот это, вот это, да. Это на английское. Сейчас я тебе покажу настоящую BMW тему, если ты знаешь Висмана. Знаешь Висмана? Не. Не знаешь? Вот Висман это настоящая бэха тема. Короче, берут BMW-шный мотор M3, M4 BMW, и делают Висман и ставят это бэховскую тему. Вот я тебе покажу. Они даже в Гран-туризмо есть. Вот это настоящая BMW, только здесь она все пуристишь. То есть здесь у тебя нет вот этих электронных помощников, у тебя есть охренеть какой мощный мотор от BMW M серии. И у тебя есть вот этот вот Roadster Corsa, да? И все, и полетели. То есть шасси вот это вот, это просто... Я знаю, у нас на соседней улице есть у человека такая тачка, здесь и в Германии делают у нас, да? Ну это родстер, типа? Да. Да. И такую ты машину покупаешь, она у тебя в цене прям... Обычно машину покупаешь, она в цене падает. А эту машину ты ставишь на учет, она у тебя в цене пошла только вверх. А, она как вино. Да, как вино, с годами только дороже. Вот у нее BMW мотор стоит, M-Power, да, там, от 46-й, от там других моделей, да, там, F10, вот эти были там модели какие-то там, ну, короче. А сейчас современных даже втыкают, типа, даже, допустим, уже F10 это который... Пятерка, F10? M5, которая, да, 10 Офигеть. цилиндров. Просто здесь у тебя, получается, я смотрел по автомобильной индустрии, именно про вот эту тачку, да, вот смотри, 338 тысяч евро стоит. Она сейчас стоит, 10-летний этот Висман стоит дороже, чем он стоил новый. Короче, Да. он новый стоил там 150 тысяч евро, а сейчас он стоит 300 с лишним. Это тоже игрушки какие-то уже для таких. Да, и получается, нет, самый прикол в чем этой машины, то есть здесь, получается, у тебя, из-за чего весь этот фикус, то что, знаешь, как бы, ну, когда у тебя Lamborghini сломалась, там Галлярдо, у тебя мотор от Audi, да, проблем нет, печка от Audi. А здесь, как бы, у тебя бэховский мотор, а бэха, как бы, мотор запчастей хватает, да, то есть производство есть. И с этим самым, как бы, легче. То есть, вроде бы ты смотришь, такая тачка, которая, блин, а по сути-то ее ремонтировать можно, сервис делать, на BMW заехал, да. Потому что Ну да, кстати, фильтр масляный BMW стоит там 10 евро, да, там, допустим, 6 литров масла залил, там, что там еще, фильтр воздушный, стоит 15 евро, да, ну, как бы так вот грубо, то есть, все же техника-то от Бэхи, как вот там, М3, М4, там, и так далее, моторы, и вот здесь получается именно, что индивидуализм в том, то, что ты внутри выбираешь, какой там у тебя кожа, рожа, цвет, все меняешь, какая нитка цветом должна быть, когда тебе сиденье на коже прошивают. То есть ты там прям заказываешь себе сам конструктор, и он там делается что-то там год-полтора, этот автомобиль, именно как ты хотел. То есть дерево. Серо-буро-малиновую, да? Все, как ты захочешь, под тебя все штампуется, и он выглядит так классически, но внутри как бы техника уже такая прогрессивная, да. Из-за этого я сколько этих Висманы смотрел, и они все выглядят по-разному, потому что один чувак заказал себе белый салон, у другого салон черный, у третьего салон голубого цвета или какой-нибудь там... Все индивидуал, как вот на BMW индивидуал, просто на BMW ты, допустим, берешь пакет, у тебя, допустим, сиденье, цвет с крышей, пакет, а здесь ты можешь все абсолютно под себя подгонять, как тебе заблагорассудится, да?
В этом-то весь и прикол. И то есть, и что еще хорошо, то что эта машина ручной сборки. То есть это не конвейерная тачка. Из-за этого она и стоит дорого очень. Да. То есть эту тачку разрабатывают они, да, и она у них там производится, все, видишь, у них даже вот на дверях там какие-то там прошивки, вставки, у них даже вон ручка такая еще, прям как это самое. Хотя машина стоит столько много денег, сейчас ты увидишь дверь, фотографию, просто обалдеешь. В этом-то весь и прикол, то есть здесь еще такой автомобиль, вроде бы мотор, коробка новый, но все остальное такое old school. И под тебя деланное, подточенное, как ты захотел. Прикол. В этом есть какой-то такой свой прикол. Видишь, какая ручка на двери еще? Как москвич какой-то там, да? И все это вот кто-то вот заказывал, видишь, половина двери кожа белого цвета, снизу алькантара там черная, да? Блин, и вот этот весь индивидуализм и есть. В этом-то весь и прикол этой тачки. А по сути смотришь в салон, просто вот сиденья белые посередине, вон сейчас увидишь клетчатое это самое. Это просто что-то с чем-то, блин, да, вот этот Висман Родстер. Я когда первый раз видел, то есть тачка стоила там в районе 200 тысяч евро. Сейчас уже 300, 330 и поехали. Продукция-то не остановилась. Молодцы. Вот такой салон, смотри, 2 цвета такой, еще и нитки там белого цвета, чтобы их видно было прям. По-своему прикольно. Я говорю, вот, единственный в этом большой шикарный плюс, то что если там по запчастям, чтобы ты не парился, что это не совсем что-то такое сделали один раз и все, что ты машину, допустим, не отремонтируешь, не сервис не сделаешь, не переживать не надо. То есть там на BMW заехал, купил запчасти и поехал, да, ремонтировать. Удобно. Да, ну Что-то панда в салоне чисто. сиденье прикольное такое, да? Кунг-фу панда. Янь в клеточку. Да? Ну просто до этого... играть можно, пока в пробке стоишь. До этого же додуматься надо сперва, понимаешь? Это тоже кто-то индивидуально так заказал. То есть вот этот автомобиль, он только один раз, его нет 2 раза. Это не серия. Да, это не в этом самая и фишка этой тачки, что это индивидуальная телега, то есть все. Вот машина стоит 13 года, 2800 пробег всего лишь. 167 тысяч стоит. Пробег 2800, то есть машина это что, новая по сути, да, то есть ее купили вот за 10 лет на нее, 10 раз выехали в воскресенье за булочками и все. Ну, пробега нет, как бы машина есть. Твои булочки посадить. И люди ее покупают чисто из-за того, чтобы, как бы, знаешь, деньги в нее вложить, она постоит в гараже там, да, техосмотр прошел, с новым техосмотром продают еще на 50 тысяч дороже, как бы, да, типа того. Резину поменяли, поехали, да. На определенной спортивной тачке без новой резины даже техосмотр не дают. Я последний раз слышал, я чуть не упал просто со стула. Гамем. Это вообще прикол. Ну, короче, Porsche у нас, если ты берешь какую-то Porsche модель мощную и хочешь, чтобы у тебя по сервису все это было по книжке, и тогда тебе на Porsche надо, чтобы у тебя был сервис, чтобы у тебя была гарантия. Там, то есть у тебя резина должна быть не старше, чем 5 лет. Типа, да, приезжаешь, делать это все документы, там, надо резина новая, чтобы она стоит тоже немало. Как-то так. Такие вот дела. Так что это только была такая маленькая капля из-за того, что продается здесь. Да тут дофига всего. А есть дофига, да. Есть. Да и не только. Да очень много, очень много. Я вот раньше часто смотрел, сейчас на это уже времени пока нет. Вот так вот, когда скучно, говорю, сядешь посмотреть, просто я знаю, что тачки стоили эти 10 лет назад, и сколько они стоят сейчас. Это просто нонсенс. Но, как показало время, и на самом деле так оно и есть, то есть об этом уже никто не скрывает, говорят это в открытую. Люди это покупают для того, чтобы не то чтобы на этой машине ездить, а в основном, как бы, чтобы деньги сохранились от инфляции, как сейчас, да? Инвестиция. Угу. Кто-то покупает квартиру, кто-то покупает, у него есть гаражи, есть место, они покупают тачки. Если у них уже есть все равно дом, есть гаражи хорошие, покупают тачки, все, и у них получается вот есть автомобиль, который они взяли, он 10 лет у них в гараже простоит, и есть автомобили, которые за 10 лет могут не только 50 тысяч набрать, а 70, 80, 90 тысяч евро вырасти в цене, представляешь? Красоте, без особого какого-то там ремонта, говорю, блин, если бы у меня место было куда ставить, я бы уже все давно бы понакупал бы тачки, потому что
когда 10 лет тому назад отдавали старые автомобили, за 500 евро продавали поломанные. Сейчас тот же автомобиль стоит 6-7 тысяч евро. То есть они, представляешь, в 10 раз за 10 лет выросли старые, потому что определенные года приходит автомобиль, и он попадает в категорию вот этих олдскулных тачек, олдтаймера. И если, допустим, их осталось очень мало в оригинальном состоянии, у них начинает цена, соответственно, опять идти вверх. Медленно, не так, как на вот таких вот супер мощных пуперах, вот этих гиперкарах, но есть всегда прирост какой-то определенный. И в этом весь и прикол. Так что у кого-то, блин, если место есть поставить, если у меня было бы место, я пару бы уже взял бы, потому что есть автомобили, которые ты думаешь, ну ничего особенного, но их мало, и есть какие-то определенные эксклюзивные, с эксклюзивными какими-то там внутренностями, эксклюзивным мотором, как вот, знаешь, Lancia Delta. Да. Эта тачка стоила 12 лет назад 4-5 тысяч. Сейчас ты ее меньше 20 не купишь. Просто это просто такая Lancia Delta. По Гран-туризму ты ее по-любому знаешь, эта тачка. Это просто пушка-гонка. А если есть еще ХП вариант, там у нее 170 коней, это Феррари на минималках. Это просто дичь. Короче, и эта тачка теперь сейчас ее ты просто, ну, ты не сможешь ее купить. Ну, нормально, как человека не купит. То есть есть парочку в оригинале где-то, я уже видел цены, которые стоят там 50-60 тысяч евро. Представляешь? Ну да. Такой же прикол я слышал пару лет назад. Есть вот эти VW бусы, знаешь, вот эти вот, которые в 60-х годах были такие, где спереди у них этот большой был логотип Volkswagen такой. И вот эти бусики, они с низкой крышей. С низкой крышей. Подожди, догнал. С низкой крышей. Да, хиппи, на которых ездили. Эти тачки, раньше на них хиппи ездили, блин, женой, жизнью наслаждались, отдыхали в свое удовольствие, сам понимаешь, чем этим занимались. Сейчас этот бусик, блин, сейчас я тебе, если его найду, ты один, они стоят, вот, смотри, реставрированные, 79 тысяч евро, представляешь? Есть вот такие бусики, вот, сейчас она дойдет, у которых, короче, лобовое стекло. Ты. Мне же камеру включил, подожди, сорян. Когда лобовое стекло поделено, то самое. Тимыч, привет! Вот эти, у них определенная ценность есть. У них там дверки, там все вот эти в игре. Отреставрировали, самбо, полная реставрация дверей. Вот, да, вот, да. Volkswagen T1, 79 тысяч с половиной, представляешь, стоит телега? Да, это... Ну, это уже какая-то вообще идеальная, я так понимаю. Да, это в идеале реставрированная телега. Но она просто в то время на них ездили, угорали, люди вещи такие творили. То есть... Я хотел, это, знаешь, типа у нее санки на крыше стоят. Да, там 2 багажника, прикол, да? Эти 2 багажника, знаешь для чего? Они уложили длинные вот эти вот, для серфинга вот эти доски сверху. Из-за этого спереди багажник стоит, чтобы оно тебе не на крыше там долбило, да, это самое, а сбоку. И у него там на крыше, вон там, видишь, сейчас я тебе будешь фотографию ближе сделаю, на крыше сверху тоже стеклянные такие эти есть форточки, как на пазиках были. Здесь такие дверки открываются. Это запись? Нет, это мы здесь на стриме сидим, ля-ля тополя. Тимыч, какая запись? Стрим же стоит, лайвстрим. Да. Мы здесь, мы на стриме. Вот такой, короче, бусик, смотри, 79 штук. Но он в идеале, конечно, отреставрированный. То есть здесь прям муха не пукнула нигде. По-другому это не назвать. Но я слышал от чуваков, которые мне говорили, что этот бусик ты можешь купить уже далеко за 100 тысяч. То есть вот есть Samba Deluxe модели 66-го года, 134 тысячи евро, прикинь. Я боюсь такие числа в рубль переводить. Не надо, это очень далеко, это очень много денег. Это больше 9 лямов. Какой еще больше? Вот, смотри, просто посмотри, как на фотке выглядит эта телега. Это просто шик. Ну да, такая наполированная. Да, и здесь, смотри, у него лобовое стекло. Самый фикус был в этой тачке, когда вот это вот лобовое стекло, видишь, оно делимое. И в этом ценность была этого автомобиля, да. Из-за этого вот эти, которые спереди лобовое стекло разделенное, они стоят дороже, чем если лобовое стекло цельное было одно, тогда она стала дешевле намного. Здесь лобовое стекло, видишь, оно делится, во-первых, во-вторых, как вот климат-контроль, как вот на этих, на УАЗиках, на пазиках, ты прям просто форточку-то поднимаешь сюда вперед, там такие шарнирчики стоят, сейчас у тебя это... Я вижу уже, да, тоже как форточка, да, зимнее проветривание. Типа, да, ты, получается, там открываешь ее, и, соответственно, у тебя воздух заходит лучше, да, все вот эти машкара, вот это все, вот эта грязь, пыль тебе все... Она же вообще, типа, она ее
И она там, ну, такая... Да. Она на чили, скажем так, едет. Да, так у тебя сверху крыша, вон мягкая, там крыша открывается сверху здесь, именно в этой тачке. Боковые вот эти стекла, видишь, стоят сверху. Как вот раньше, сейчас у нас, раньше просто форточки были, сейчас же это панорама крыши называется, да? Ну, как бы, это прям по приколу сделано, то есть здесь прям все в идеале. 134 тысячи эта телега стоит. Это просто это бусик, вот этот Самбо Делюкс. Это самое такое, что вот я дороже еще не видел. Просто вот. Ну, она вся отреставрированная. Это да. Это прям здесь. Вылезана, наполирована. Тут Да. реально. Здесь тут даже тебе докопаться не до чего. То есть эту тачку сейчас возьмешь, ну и желательно царапины на ней не делать. А подожди, она рамная, типа? Нет, скорее всего, нет. Рамные это в основном америкосы делали. Так места мало, будет кажется, типа невысокая. Да. Может, так на фото кажется. Вот она сбоку, допустим, выглядит как прикольно. У него сзади вот этот вот воздушного охлаждения моторчик стоит, как вот на кефаре был вот этот жук. А у него, кстати, где мотор-то? Сзади? Сзади. О, Как у Porsche. Сзади мотор. Porsche почти как у Запорожца. О, какая. Да, Запорожец, Porsche, то же самое. Все правильно. Когда я смотрел, когда Top Gear, когда запорожцы делали тест-драйв, это просто было хихи-ха-ха. А дырка вот эта. Да, дырку от как говорит, рыбачить можно, говорит. Такого, говорит, даже у Майбаха нет, знаешь, это с этого просто этот мем, просто хихи-ха-ха. Вот, кстати, еще я вот такую встречал недавно, я просто упал. Ну, то есть их очень мало, но они есть. У них сзади притчи такой кузов такой сделанный. Сейчас дойдет этот самый. Эта машина сейчас за границей вот стоит, которую я фотку открыл. Пикап? Да, пикап типа. Понял. Блин, вот это вот 10 тысяч килобит, конечно, надо будет мне подкрутить назад. Что-то мне не нравится. Ну, Ну, 15, наверное, или 20. а почему? Она стоит в ББС 5. Что с таким? Что происходит? Что такое? Я не знаю, я иногда даже скорость X2 ставлю просто. Ну, бывает такое. Зато картинка, секс. О, смотри, какой прикольный такой, да? У него сзади площадь такая, грузить. Да. Там и и мотор как раз тоже сзади, да? Да. Ну, прикольный такой пикап. Угу. Ездить. Ну, это вот стоит он где-то в Бельгии, там, за границей, это не в Германии. Но тоже сделали здесь его неплохо. То есть, если такое вот сейчас в Германию привезти, у нас их сильно нету. Сделать немецкие документы будет стоить, наверное, тоже 300-400 евро, думаю. И нормально. И в гараже его спрятать, а потом лет через 5 как продал, и квартиру пошел купил. Кстати, да. 100 пудов. Это вот самая такая, знаешь, что бабки свои спасти. Деньги под матрасом держать вообще не вариант. Инфляция жрет. Хорошая инвестиция. Конечно, тебе надо знать, что, ну, что-то лучше в технику инвестировать. Мне тогда тоже говорили, о, зачем ты покупаешь мопеды, там это все. Я, блин, мопед купил 4 года назад, Kawasaki, да? Мотоцикл мой. Kawasaki не пи- Ну, я говорю мопед, так, на самом деле, конечно, это байк. Ну, как бы, я имею в виду, я его новый купил, я сейчас его 4 года позже могу продать почти что по той цене, что я новую за него покупал, понимаешь? Хотя он уже подержанный. Кайф. Это я тебе насчет инфляции, да? То, что цены как выросли сейчас. У нас в России это Toyota. Да. Такая инвестиция. Покупаешь крузак за мульт, перепродаешь его потом за тот же мульт спустя 10 лет. 100 тысяч пробег наверх, да? Ну, это уже другая история. Это уже другая история. Там 100 еще 40 смотали или 50, да? Ну, там если 10 лет машина. Да. Как-то вот так. Вот такие вот есть темы, видишь, вот такие вот тачки. Если какое-нибудь интересное будет, еще можно будет что-нибудь еще такое подобное запустить. Потому что... Audi RS6 херануть, посмотреть, сколько у вас бы стоит. Ну. Кого? RS6. Да, Audi без проблем. Сейчас найдем. 13 года где-нибудь. RS6. Тоже за вот эти R-ки модели RS, R, они стоят, соответственно, дороже. RS, SQ. Подожди, RS, они в этом универсалы. Да, RS-ки. Да, ну тут Не, ну уже... они разные, ну, не знаю, RS6, по-моему, универсалы, авантовские. Привет, всем крутые тачки. О, Санек, здорово. Да, тачки, блин, пушка-гонка. Вот, короче, 20-го года, которая 3 года машине, стоит 125. А с года 13-го именно. А Ну, сами визуально, я опять, мне машина визуальная, я типа... Да-да, но я смотрю с технической стороны всегда. Сейчас, подожди, найдем тебе постарше машину. Тут, видишь, уже новые все. Вот, допустим, 14-го года, которая... А, ты имеешь в виду как вот драйвер Сан-Франциско, вот эти вот.
Да, рестовые вот эти. 22 тысячи евро с половиной. У нее уже пробег, уже до хрена пробега у нее. Они прикольные. Да, но они, конечно же, там еще были вот эти 5-литровые, что ли, там моторы стояли, V8. Сейчас уже новые, они уже турбированные сильно много. Вот, сейчас эти, вот так я сбоку ставлю, вот этот вот, самая клевая. Привет всем, да, крутые тачки. Тачки вообще, блин, тачка такая тема, начинаешь смотреть и все, это как конца и края нет, очень много смотрю. Я сейчас уже Смотришь на тачки, смотришь на кошелек, да, и понимаешь, что... посмотрел такой кошелек, там 3 копейки, а машина стоит дофига. Ну вот это Audi ты имеешь, да? Да, тоже они прикольные. У нее Не уже знаю, пробег 250 000 уже, да, тоже там 200 с лишним тысяч пробег. Но они, я помню, в то время, когда они новые у нас вышли, блин, тачка проезжала, то есть они в тюнинге здесь, я прям, ё-моё, как бы делают их тачки, они живучие моторы были в свое время. Мощные. S6 Avan 5 литров, V10 Quattro, Tiptronic 114. Карина 43 900. Ну вот, Саня написал, видишь он. Ну это у него цены такие в Португалии. В Португалии живет, Golden Fox, он в Португалии живет. Там цены чуть-чуть, конечно, не как у нас. Определенные страны, определенные ценности, допустим. Вот у нас, вот если таких телег смотреть, которые стоили очень много с завода и которые быстро цену потеряли, это BH7, тебе живой пример. Сейчас, конечно же, некоторые модели опять на BH7 поднялись, но лет 6-7 назад можно было прям за 2-3 тысячи евро купить BH7, как в фильме «Бумер», да? Даже лучше. А, 38 Да, да, Е38, это прям, мне прям она нравится, но у нее столько минусов, она столько у нее ломается всего, я такой, не. Я, короче, стороной это что, обошел. Такие вот дела. Как-то вот так. Просто кинуть ее в лесу, да пошла ты. Да. Ну, у нас как бы в лесу кинешь, она же на тебе последняя была у тебя на учете на твоей шее. И тебя потом за грудаки возьмут. Вот у нас самая мощная вот эта вот сейчас новая пушка-гонка стоит 125 тысяч евро. Это, конечно же, не V8, а V10. Да, ну V10. 10 котлов, да. А эти новые-то у них уже нету 10. У них там уже, 8 котлов, и то не у всех. Уже, я уже слышал, там уже из 8 скоро свалятся будет 6 котлов. У некоторых моделей, даже BMW-шные были, где раньше было 6 цилиндров, сейчас стоит 4 цилиндра турбированные. Короче. Раньше мне нравились бэховские вот эти вот рядники, шестерки, да. Вообще неубиваемые моторы. Там хоть в бак на писе она едет. Эти 36-е. 36-е, 46-е у них рядники были от 2 литра, 2,5, 2,8, 3 литра. Они живучие, падла, там вообще были, им пофиг было. Там уже было 3,5, у них был V8. Им по барабану было этим моторам. А вот эти самые стрёмные, которые они сделали, это было вот эти вот 4,4 V8. Это вот ведро такое было, ломалось только. А вот эти именно 3-литровый бензиновый мотор или 2,8, 3 литра, бензиновый рядник. 4 не ставят, ну, доработанные, исправленные же вроде. Те же 4.4 на 2 турбо. Да, ну так они изначально, допустим, в сток, если ты на нем ничего не делаешь, они очень такие... Штука такая нехорошая. Ну вот, говорю, рядники шестерки были первые. Вообще, 325 или 525 бензиновая, да, не 6 котлов. Не убивай. Пороги будут гнить, но мотор вообще грешить нельзя. Идеал. Мотор идеал. А вот по пороге у тебя будут гнить, особенно если она заниженная, у тебя щебенка днище отбивает, там начинает соль попадает, гниет все это, да, вода. Но, если ты берешь... Видишь, эти все уже после 2013 года у них. 4 литра, V8, битурбо, то есть 2 турбины, 8-котловая, это уже не то, там уже 10 цилиндров нет. На старых еще вот 2013 года, последние, которые ты имеешь в виду, там еще 10 котлов было, там еще была техника. Там песня, она когда на разгон шла, как самолет. Мотор прям слышно было. А эти сейчас вон турбина отключена. Все, приехали. Здесь турбо. Турбо мощь. Красивые. Красиво, да. 2 турбины. Оно все красивое, пока у нас, как говорят, все красивое, пока на ремонт не надо заезжать. Как только ты здесь на ремонт на этой тачке заехал. Красота требует жертв. Очень много. Здесь очень много жертв. И очень много жертв по кошельку бьет. Финансовые жертвы.
У моего смарта вообще 3-цилиндровый мотор, тоже двойной. Вот, кстати, да, у Саньки у него же есть смарт, есть точно рассказать. От Мерседеса. Это, кстати, да, один из последних. Все, смартов больше не будет. С конвейера убрали. Последний смарт уже все. Смарт это такое, это жалкая пародия на Деон. Хорошие тачки. Смарт, блин, я все время угорал с них, но когда сам поездил, просто обалдел. Для города прям шикардос. Ну да. Когда едешь 100 километров и больше, уже на смарте уже тяжело. Но для города ездить клево было. Слышно, когда я езжу турбо? Конечно, слышно. Турбина свистит еще как. Всегда ее слышно. Но смарты все, сказали, производство остановили. Больше их не будет. Все. К сожалению. Я разочаровался, но что поделаешь. Один раз я даже себе хотел ее купить, но бог миловал, не купил. И в лес. Нет. В смарте, блин, мне удобнее сидеть, чем в моем лимузине. Ты че? Я тебе говорю, по факту, ты на смарте, когда смарт сам сядешь, такой скажешь, ничего себе, а что так можно было? У нас как-то в нашем Жопинске такого нема. Привезут, может быть, когда у нас сейчас завод остановили, может быть, остатки увезут, он даже, я не знаю. Но у них старых моделей был минус большой, у них, короче, масло не сливали с мотора, когда меняли, его пылесосом вытягивали, знаешь, у них сливной пробки не было, сливного болта масла. И в этом был, из-за этого мотора сыпались, потому что... Много качков, они поднимают смарт и трясут его Ну да. над тазиком. Проблема с мотором всегда. Дорого очень чинить. Вот, в том-то все и дело. Проблема у смартов была, я говорю, с мотором этим. Но, блин, смарты были, у них были прикольные роадстеры. Их сейчас их вообще не найдешь, их давно уже производство остановили. Toyota IQ у меня теперь. Toyota IQ вообще, вот телега, двухместная. Я на ней сам как-то прокатился. У меня была Toyota, когда новая. Мне дали, я сдал ее на сервис, и мне дали вот эту Toyota IQ двухместную. Я просто на ней угорал. Такая прикольная. Она, знаешь, такое чувство, что ты на месте разворачиваешься. Это просто прикол. Как-то вот так. Вот такие вот тачки. Toyota остановили, уже не делают. Да, к сожалению, не делают. Toyota даже IQ сделали, Aston Martin они взяли пару тачек один раз и сделали. Такие вот дела. Дорогущая была в свое время. Я не купил, а теперь их вообще больше нет. Зараза. Как-то вот так. Ладно, ребят, мы пойдем. 2 часа пообщались. Было, блин, очень приятно. Спасибо за компанию, Денчик. Да ладно. Если время еще будет сегодня вечером, я, может, еще и Need for Speed врублю. Может быть и нет, надо пойти сейчас прогуляться. 30 лукойлов. Из плюсов. А я даже не... вон что-то там, ну, есть. О, новый взял, молодец. Новая она будет еще ездить и ездить. Если Toyota, вообще ничего не будет. Главное, масло раз 10 тысяч меняй. Она будет ездить, тебя возить, еще будет на работу. И как-то это... Потом ты ее везешь. Да-да. А BMW, она требует ремонта. У нас даже BMW же переводится, знаешь, как говорит, посети мастерскую. По-немецки, Бузух Мальверх, что типа, посещай мастерскую. Если перевести... Абонемент в сервис надо. Да, типа того. Очень дорого. Так что покупайте автомобили, которые не ломаются, ездите на них, кайфуйте. Оставайтесь с нами, приходите в гости. Мы побежали, короче. Спасибо всем, кто был, кто заходил. Если, говорю, время еще будет, вечером забежим еще на стримчик. Если нет, то завтра мы здесь опять увидимся. Тебе спасибо в отдельности. До скорого, до скорых встреч. Как звери, до скорой встречи. Да. Помчимся до оленьку утра. Примерно.